Я вначале хочу вас очень поблагодарить, что вы меня все-таки достимулировали до этой темы, потому что мне очень часто после моей лекции о пути героя и очень логично спрашивают, а что с героиней? И как-то всегда эту тему не удается внимательно рассмотреть, ну потому что все время было уже потрачено на путь героя. И, наконец-то, я вот углубилась в исследование, перебрала несколько мифов, которые мне давно хотелось разобрать в этом контексте. Так что спасибо за волшебный такой, как это, толчок к исследованию. Мне кажется, что я буду это еще продолжать, потому что оказалось очень интересно, даже интереснее, чем я думала. Мне казалось, что мне все понятно, но ровно до того момента, как я начала углубляться. Ну, в общем, собственно, что я хочу вам сказать, я сейчас вам расскажу, в какой логике я бы хотела, чтобы вот мысль о пути героини развивалась, да? Действительно так получилось, что мы поговорили с вами о пути героя, и мне это очень все интересно и близко. Я вот буквально в субботу снова проводила большой выездной семинар на природе о пути героя на целый день. И в очередной раз поняла, как это прекрасно, и как эта тема меня продолжает волновать, вдохновлять. И думаю, что путь к героине совершенно соразмерная тема, потому что не все так просто, как вначале казалось. Но буду рассказывать движение мысли, вот как бы от начала, с историческим ее вообще началом, где началось мышление о пути героини, как, какими этапами и что я про это думаю. Вот такой у меня был план. Ну, начнем с того, да, что когда Кэмпбелл великий, ну тут же большинство были, да, на лекции по пути героя, я правильно понимаю? Да, что когда великий Кэмпбелл предложил миру свой абсолютный бестселлер «Тысячеликий герой», да, и был этот бестселлер подхвачен Лукасом, Джорджем Лукасом, который настолько вдохновился книгой, что немедленно придумал сценарий, написал сценарий «Звездных войн», причем все части, из которых он даже знал, что он сейчас не может снять, но верил, что когда-нибудь сможет. И этим прославил Кэмпбелла на весь мир. Да? Его концепция пошла в массы, потому что Кэмпбелла пригласили на телевидение. Он вел там субботнее, если не ошибаюсь, еженедельное шоу на тему мифы, в которых мы живем, и американцам середины XX века объяснял, как прекрасны мифы. И как они помогают человеку понять себя, пройти свой путь, вообще разобраться с собой. Но, разумеется, да, если бы мужчины были полностью удовлетворены предложенной программой и ее осмысляли, то вот женщины задали вопросы. Прежде всего, вопросы задала ученица, очень интересная ученица Кэмпбелла, которую вы сейчас видите на экране. Ее зовут Морин Мёрдок, которая пришла к нему и очень серьезно спросила его, что же женщина, потому что очевидно, что тот путь, который предлагает Кэмпбелл, он, конечно, универсальный, но в основном мужской. Там есть моменты, когда, например, мужчина встречается с анимой и интегрируется с анимой, и это описано как сакральный брак с богиней. Да, это очень важный момент. Это момент, который наступает после битвы с тенью, как некий дар. И тогда вот мужчина обретает некую глубинную мудрость, когда он встречается со своей анимой, и поэтому все богини, которые встречают героя в мифах, это вот и есть образы анимы и той глубинной мудрости, которая интеграция с анимой дает. Ну и там есть еще, а потом его ждет, он должен оторваться от своей анимы, не залипнуть с ней, не быть ею полностью захваченным, потому что следующий шаг– это встреча с отцом, с Богом отцом, с принципом судьбы, с принципом предназначения, с принципом долга, с принципом порядка, ну, теми принципами, которые обычно архетипически являются собой Бог-отец, да, порядок, судьба, путь, предназначение, закон. И, соответственно, ну, как бы все очень красиво, но тут что-то очевидно гендерно окрашено, скажем так, да, то есть, понятное дело, что там, где мужчина делает эти два шага, встреча с анимой и встреча с Богом Отцом, у женщины должны быть какие-то особенности. Просто в силу того, что душа ее женская. Да? И значит, ну, как минимум, она не с анимой встречается, как минимум, она вся есть анима, да? Она должна что-то другое интегрировать.
И вот как бы умница Морин Мёрдок, которая была ученицей Кэмпбелла, его об этом спросила. А что же женщина? Какой путь идет она? Ну, надо отдать должное Кэмпбеллу во всех смыслах. Во-первых, он человек, он не только гений, он человек, и иногда ему свойственно было ляпнуть что-нибудь, не сильно подумав и не сильно углубившись, как и всем нам. Поэтому он ей, значит, восторженно ответил, что женщина не идет путем героя никаким, потому что ей нечего искать. Потому что на самом деле мужчина ищет женщину в себе, как аниму, женщину внешнюю, способы вдохновить, увлечь за собой женщину, да, и так далее. А женщине это ничего не надо. Она есть приз, она есть цельная, и она просто сидит и ждет, когда ее найдут. Разумеется, это он ей ответил, не подумавши. Тут я хочу за него заступиться. Морин Мёрдок, разумеется, не удовлетворилась таким ответом. Зная женскую природу через себя саму, она поняла, что тут что-то не то. Снова патриархальная какая-то маска, которую ей предлагают, которая ей не соответствует. Она знает, что она не такая, чтобы цельная сидеть и ждать. Что-то другое, что-то происходит. И она пошла думать, раз учитель не дал ответа, ну, на самом деле он очень логично не дал ответа. Он мужчина, он не может знать тайны женской души полностью, да? Только женщина знает тайны женской души. То есть он как раз ответил на уровне мужчины, наверное, очень понятно, очень по-мужски. Это говорит о том, что он хорошо интегрированный мужчина. Вот. Но вот с психотерапевтом, да, тут нужно было быть Морин Мёрдок. Она пошла думать. Но не просто думать, а она практикующий психотерапевт, и даже более, чем Кэмпбелл, если он больше работает с мифами, то она больше работает с пациентами. И на протяжении достаточно долгой практики, больше десятилетия у нее этот процесс занял, она собирала истории женщин, чтобы понять на практике, на конкретных кейсах, что же на самом деле там происходит, каковы особенности женской вот этой индивидуации. Собирала, и в конце концов в 90-м году, 1990 году, вышла ее знаменитая книга, которая называется «Путешествие героини». «Путешествие героини», которая была встречена с большим интересом, ну, потому что все тоже понимали, что вопрос задан. Вопрос задан. Мы сегодня об этой книге поговорим. Я с чем-то в ней очень согласна, с чем-то не очень, потому что все-таки то, что она была написана в конце 20 века на материале женщин, как бы, которые проходили какой-то путь индивидуации во второй половине 20 века, все-таки говорит о том, что ну, сейчас время немножко уже другое. И те проблемы там феминизма, которые их волновали, уже как бы давно так сильно не стоят, просто потому что они решены. И значит, внешних каких-то патриархальных давлений меньше, а есть какие-то другие внутренние проблемы. Поэтому я с ней в чем-то согласна, в чем-то нет, и вот расскажу точки, которые, мне кажется, нас различают. Да. Ну, книга очень интересная, я вам ее рекомендую. В отличие от Кэмпбелла, она больше, хотя она тоже разбирает мифы, но большей частью ее материал нацелен на разбор конкретных кейсов. Она приводит конкретные кейсы, без имен, конечно же. Вот некая женщина, вот ее такая история, и на примере разбирает, что же вообще происходит, когда женщина выходит на путь индивидуации. Да? Но я хочу заступиться за Кэмпбелла, что он, конечно, сказал, не подумав тогда ей, будучи овеян славой и успехом своего проекта, а потом он подумал. А потом он подумал и понял, что он действительно очень мало уделил внимания женским образам в мифологии, что он в основном исследовал мужские образы, образы богов, как вот этих вот дающих путь и предназначение, образы героев. А что же женские образы? И он начал заниматься в последние годы своей жизни исследованием женских архетипов, женских образов в мифологии. И задумал книгу, которую он собирался назвать «Богини». Но, к сожалению, умер. Но при этом материалы на книгу собрал. То есть он создал план, по которому эта книга должна быть создана, и написал какое-то количество статей и дал какое-то количество интервью, рассказывая, даже ездя с лекциями, об образах богинь, собственно, о женских архетипах. И поэтому уже после его смерти
вот это общество имени Джозефа Кэмпбелла, которое как бы распоряжается его наследием и продолжает его дело, они собрали все его статьи, интервью, лекции, потому что их записывали на аудио, когда он ездил куда-то с лекциями, на тему богинь. И по плану самого Кэмпбелла собрали в книгу и издали как книгу, такую посмертную книгу. То есть он ее не писал, но там нет ни одного, ни его слова. То есть это не за него написали, а это собрали его тексты по его же схеме. И появилась вот такая книга, которая сейчас у вас на экране, она называется «Богини. Тайны женской божественной сущности». Неплохая книга, не такая гениальная, как «Тысячеликий герой». «Тысячеликий герой» очень сильно отличается от всех остальных текстов Кэмпбелла. Все остальные тексты интересны, а «Тысячеликий герой» гениален. То есть там прям разрыв вот этот качественный есть. «Богини» хорошая книжка, мне нравится, у меня есть, я периодически в нее заглядываю. Единственное, что он, рассказав о женских образах, не рассказал о пути все-таки. Все-таки вопрос с путем для него остался достаточно загадочным. То есть он собрал образы, даже рассказал о какой-то их трансформации, об их трансформации и понимании их в истории. Книга интересная на самом деле, немножко такая слишком популярная, в смысле, не глубоко научная, но если вам что-то интересно почитать более научное по поводу богинь и их образов, спросите меня, я посоветую, есть как бы еще более глубокая, интересная литература. Но одним словом, даже Кэмпбелл понял, что об этой теме надо подумать, и подумал, да. И я сегодня предложу вам, конечно, в основном концепцию Мёрдок и свою, но надо знать, что у Кэмпбелла тоже есть взгляд на богинь. Может быть, нет истории пути, но есть взгляд, и он подметил очень важные вещи, например, о том, как богини в истории человечества исчезают и дают место богам. Как исчезает богиня-мать и появляется Бог-Отец. Вот это он, конечно, совершенно правильно подметил, с какими конкретно психологическими особенностями развития человечества, ее цивилизация это связано. Вот такая предыстория, да. И еще хочу обратить ваше внимание на одну интересную книгу, совсем, как вы видите, свежую, это 2021 год. Если вас заинтересует эта тема, есть такая дама, ее зовут Мария Татар, которая написала книгу о героинях. Смотрите, называется совсем как у Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Героиня с одним лицом она называется. Но это не столько по мифам, сколько по литературе. То есть она разобрала образы великих литературных героинь, там Пенелопы, например, и попыталась рассказать как бы историю, потому что они же все как действительно пассивные великие литературные героини, они ждут там, как бы, когда герой разберется со своими делами. А она попыталась пересказать как бы эту историю их глазами. Каждую историю, как бы она выглядела с точки зрения героини, как выглядела история Одиссея с точки зрения Пенелопы, и какую роль она сыграла в его возвращении. Неужели она просто сидела и ждала, и ткала там свой гобелен? Неужели это просто вот все, что ей оставалось? Неужели она ничего, никак другой какой деятельностью не занималась, внутренней и внешней? То есть ее интересует такой вопрос. Рассмотреть великие истории с точки зрения героинь, которые в них всегда были второстепенны. Интересная книга, это больше анализ литературных нарративов, чем мифологических, и больше, конечно, анализ литературных, чем психологических. Но если вам интересно, то я вот очень рекомендую. И она там написала очень правильную вещь во введении, что герои и героини выработали разные стратегии того, как добиться признания. И не надо путать, что когда герой идет биться с чудовищами, это не значит, что принцесса в башне ничего не делает. Это так кажется герою. Потому что у него его путь внешний, его путь биться, проявлять себя, показывать, да, а путь героини немного другой. Да. Одни больше делают ставку на свою невероятную ударную силу, то есть герои, да, а другие, согласно стереотипу, действуют тихо и скрытно, но при этом умудряются находить творческие, глубоко вдохновляющие решения. И вот об этих глубоко вдохновляющих решениях она написала книгу о том, как мы можем представить, что делали героини, пока великие герои литературы и мифологии сражались за правду, либо за них. В общем, как это все можно увидеть их глазами, женскими глазами. Достаточно популярная сейчас тема, но, по-моему, неплохая очень книга получилась. Я вам ее рекомендую.
тоже к рассмотрению. Ну и теперь что хочу сказать я, да? Я хочу сказать, что Кэмпбелл абсолютно прав, когда он начинает свою книгу про богинь с самых древних человеческих вообще религиозных образов. И я бы хотела тоже обратить на это ваше внимание, да, что самые первые боги человечества — это не боги, это богини. И если мы заглянем просто в археологический материал, мы увидим, что еще в каменную эпоху, да, эпоху палеолита, когда появляется первое, ну, если так это можно назвать, художественное творчество человечества. Что мы видим? Какие изображения мы видим? Мы видим два типа изображений, только два. Это животные, обычно те, на которых охотятся люди, либо которые охотятся на людей, как, например, пещерные медведи или бизоны. И второй тип изображений — это так называемые палеолитические Венеры, которых достаточно много и которых находят по всему земному шару, от Сибири до Австралии. В эпоху палеолита и даже в эпоху неолита находят вот такие маленькие статуэтки, вырезанные из кости или из мягкого какого-то камня, которые изображают женщин. Женщин с весьма такими... Подождите, я гляну. Вот, например, да, вот другие сестры Венеры, о которой я хотела вам сказать, которые все очень похожи, у них очень похожие черты. Во-первых, у них гипертрофированное тело и все органы, которые свидетельствуют о размножении. Да, у них большая грудь, большие бедра, большой живот, который непонятно такой, знаете, либо она беременна, либо она толстая или беременная одновременно. Вот. И у них есть такая интересная черта, у них либо вообще нет головы, совсем, она не предусмотрена, не отбита, она просто не была предусмотрена, как, например, статуэтку, которую вы видите справа. Либо, если она есть, нет лица. Ну, то есть черты лица не намечены совсем, либо, ну, максимум там может немножечко быть виден нос, вот, чуть-чуть. Глаз нет никогда. Но это не потому, что я хочу обратить ваше внимание, это не потому, что они еще не умеют делать мелкую пластику. Они умеют, посмотрите на прическу Венеры Виллендорфской. Это сложная достаточно резьба по камню. Да, и если вы можете такие узелки на прическе сделать, то, конечно, лицо вам тоже вырезать не проблема. То есть тут дело совсем не в технике, тут дело в чем-то другом. Да? Но если мы посмотрим на эту Венеру, это самая известная из палеолитических Венер, она примерно 11 сантиметров, хранится в музее в Вене и является там его просто абсолютной жемчужиной. Очень часто цитируется в массовой культуре, в современном искусстве ее очень часто цитируют, потому что она самая известная из этих палеолитических Венер. Если мы на нее посмотрим, то, конечно же, можно догадаться о ее символике, о чем она. Да? Но, разумеется, это что-то про рождение. Это тело как будто специально создано, чтобы рожать. Рожать много и эффективно, да. То есть это прежде всего мать, вот та самая великая мать, о которой писал Эрих Нойман. Это тело вскармливает и рожает. Но понятное дело, что это не просто изображение какой-то конкретной женщины, это религиозный символ. Это значит, что она не просто мать людей, она мать богов. Это та самая великая мать, богиня-мать, которая является не только матерью всех богов и всех людей, она вообще мать всего, она, можно сказать, мать мира, мать Вселенной, она рождает все. Это та самая мать природа, которая рождает все, которая рождает зверей, травы, ветер, воды, да, урожаи приносит. Вот она, витальная сила жизни. Ну, так они все выглядят, да. И понятное дело, что это их первое значение, которое легко считывается, когда мы видим просто даже одну из этих палеолитических Венер, а если несколько, то уже становится понятен принцип, о чем они. О жизни, о рождении, о порождении, да? О витальной силе природы. Но должна вам сказать еще один интересный факт. Большая часть этих палеолитических Венер найдена в очень интересном контексте, потому что одно дело смотреть на памятник сам по себе, другое дело знать, в каком контексте он был найден. Иногда это полностью меняет его смысл. Так вот, очень большая часть палеолитических Венер найдена в контексте захоронений, то есть в погребальном контексте. То есть они были частью погребального инвентаря.
То есть в могилу, кроме каких-нибудь горшочков с едой или лука и стрел, покойному вкладывали вот такие статуэтки. И тогда возникает вопрос, а что это? А что это? Тогда надо посмотреть, как эти люди вообще хоронили своих мертвецов. И это тоже архетипический похоронный обычай, который встречается практически у всех обществ на всем протяжении вообще человеческой истории в эпоху палеолита. Понятное дело, что эти общества, они между собой не коммуницировали, это не указывает на, простите, это не указывает на их коммуникацию, это указывает на архетипичность этого образа. То есть эти люди доходили до этого образа самостоятельно на разных континентах, без того, чтобы кто-то им указал как бы правильный смысл. Что же она делает в погребальном контексте? Ну, давайте посмотрим, как они хоронят своих мертвецов. Они зачем-то кладут их на бок в позу эмбриона, а могилу, которую они выкапывают им, посыпают и тело, и могилу красной охрой, которая, ну, похожа на засохшую кровь. А если ее развести с водой, она похожа на жидкую кровь. Минерал такой, красная охра, из которой делалась древними красная краска. Соответственно, они превращают могилу в утробу и кладут туда тело в позе эмбриона для того, чтобы человек переродился. Это значит, что они последующую вот эту судьбу посмертную человека понимают тоже как рождение. В каком бы смысле это ни было. Если мы не знаем, во что они верили, да, они не оставили конкретных текстов, чтобы мы могли четко знать нюансы. Может быть, они верили в перерождение, как в Индии, да, и тогда эта утроба должна переродить их в следующую жизнь. Может быть, они верили в единственную жизнь и потом за ней вечность, но тогда эта утроба должна переродить его в вечность. И поверьте, такие в последующих культурах варианты тоже есть. Да? Вся книга мертвых Древнего Египта, которая вообще сопровождает покойного на тот свет и к суду Осириса, она изобилует символами нового рождения. Там, например, встречаются богини, которые покровительницы роженицы новорожденных зачем-то. То есть вы смотрите книгу мертвых, там замечательные иллюстрации, путешествие души по дорогам иного мира, и вдруг там появляется богиня Таурет, которая вообще-то была такой богиней, которая защищала рожениц в момент родов и новорожденных в момент рождения. Что она там делает? Ну, разумеется, она защищает новорожденного. А кто этот новорожденный? А это вот этот мертвый, который пришел, чтобы возродиться в вечности. Египтяне не верили в реинкарнацию, они не верили, что они родятся снова и будут жить снова, как в Индии, например, но они верили, что смерть– это возрождение, что там за смертью есть перерождение, и богиня Таурет должна помочь, потому что придется перерождаться в вечность. Соответственно, мы видим, что она в погребальном контексте, она не изменяет кардинально свой смысл, она просто обрастает дополнительным смыслом. Да, то есть, если до этого она была просто мать, рождающая все, жизнь саму, да, то она еще и перерождающая после смерти. Она вот эта мать сырая земля во всех смыслах. И траву она родит, но и тела она принимает в себя, чтобы их переродить, да. Вот в этом смысле. Поэтому мы сразу видим, что образ богини изначально был очень многосмысленным. Не одна функция у нее была, да. И вообще я хочу вам сказать, уже говорила об этом, но хочу сказать еще, что это греки нас научили упрощать образы богов, к сожалению. К сожалению, так или иначе, мы все выросли на мифах Древней Греции, потому что это фундамент европейской цивилизации. Да? Но греки, они были дети, когда они придумывали свои мифы. Они не были древней культурой, они были очень молодой, горячей культурой, которая понахваталась у великих древних культур всего и творчески это все переосмысливала. Поэтому им было не до сложностей и нюансов. Поэтому у них богини и боги– это боги чего-то одного. Вот есть Арей, бог войны. Да? А есть Афродита, богиня любви, и она больше ничем не занимается, кроме как любовью. У нее одна функция. Но это ужасное упрощение. По сравнению с древними образами богинь, даже вот в Месопотамии и Египте, мы видим ужасное упрощение. Упрощение, которое сделали греки, потому что их культура была изначально проста. Она потом стала рафинированно сложной на эпоху классики, которую мы так все почитаем. Философия, театр, демократия, литература и так далее.
Да, тогда она стала уже сложной, а поначалу она была простой, и мифы были сформированы в эпоху простоты, когда они жили в деревянных срубах и набегали на колесницах на всех, кого попало, на кого-то на колесницах, а на кого-то на кораблях. Были такими пиратами немножечко, а вовсе не как бы утонченными Платонами и Аристотелями. Поэтому вот не спрашивайте никогда у древних богинь, богиня чего это. Она вообще просто богиня. В ее образе очень много совмещается. И в этом есть великая правда. Да? Интересно, что второй образец творчества палеолита, известный всем, это прекрасная наскальная живопись, такая как в пещерах Ласко, в пещере Альтамира, и так далее, да, что мы тут видим? Мы видим здесь животных, прежде всего тех животных, на которых они охотились. И мы даже знаем, что эти пещеры значили. Они были местом инициации охотников. Именно поэтому здесь появляются животные, как объекты охоты, которые принимали участие, вот эти изображения, какое-то участие ритуальное в инициации принимали, разумеется, да. Но вы должны понять одну простую вещь, что охотники заходили в эту пещеру для инициации, а пещера, это вы сами понимаете, что это женская утроба. Они заходили все туда же, в утробу великой богини, чтобы переродиться. Потому что она, только она может дать новое воплощение, новый статус, чтобы мы уже поняли, да, благодаря Кэмпбеллу, что чтобы появиться в новом статусе, надо умереть в предыдущем статусе, да, и вот поэтому надо зайти в могилу, в пещеру, как в могилу, но выйти из нее перерожденным, как из утробы. Поэтому здесь эта символика тоже очень сильна, да, это ее утроба, и она наполнена изображениями быков, потому что они должны тоже переродиться, они же их убивали и очень переживали, что они всех перебьют. Поэтому они знали, надо их туда изобразить, в эту пещеру, утробу богини, чтобы они тоже возродились оттуда и наполнили собой землю. Да, вот такие образы. А эта богиня уже на этапе близкой к государственности. Да, это танцующая, знаменитая танцующая женщина из Мамарии, которая знаменитая египетская статуэтка. Это еще не настоящий Египет фараонов, это прото-Египет. Это династический Египет, эпоха Накада, 3500 лет до нашей эры, когда по берегам Египта живут люди и занимаются сельским хозяйством, но они еще не стали древними египтянами, не выбрали себе фараонов как правители. И у них есть вот такая богиня, которая тоже палеолитическая Венера, конечно же. Но обратите внимание, что у нее руки похожи и на рога коровы одновременно, и на птичьи крылья. Потому что у нее еще и голова соколицы, у нее голова птицы. То есть она небесная богиня, она не только земля, она еще и небесная богиня. Например, она рождает солнце. Она мать солнца, она рождает солнце, и она не только за земные процессы отвечает, но отвечает и за небесные. Да? Ну вот тут немножко в профиль лучше видно, что у нее голова не человечья, а птичья. Да, ну а потом, да, вот она, смотрите, она же, это знаменитая герзейская палетка, я ее, честно говоря, обожаю, которая изображает, с одной стороны, морду коровы, потому что все богини ассоциируются с коровой, с небесной коровой и подательницей молока жизни, вот этого великого какого-то эликсира жизненного, да, вот вы видите тут морду коровы, у нее глаза, звезды во лбу звезда, на рогах звезды, но если вы присмотритесь, эта морда тоже превращается в танцующую богиню, которая танцует, у нее на концах рук у нее звезды, она вскинула руки, так же, как эта статуэтка, да, вот у нее голова в виде звезды тела, да, и она тоже танцует. То есть вот эта танцующая богиня, солнечная и земная, она же небесная корова, она же небо, покрытое звездами, это в Египте так и сохранится за всю историю их цивилизации, да, богиня Нут, покрытая звездами, которая небесная корова и рождает солнечного теленка, который есть бог Ра. И вот эти все темы, да, ну и тут вы видите на такую прорисовку со строкона, где изображена эта великая богиня, а в своей утробе она носит солнечное дитя, это солнце, а там вот маленький ребеночек сидит, да, это солнечное дитя, она собирается родить солнце, которое будет вначале младенцем у нее на руках. Вот что было, да, вот что было, и вот эта богиня зафиксирована также на горшках замечательных эпохи Накада, где она плывет в Наосе. Вы видите, у нее голова солнца, вот, здесь она танцует, у нее голова солнца, вокруг нее маленькие мужские фигуры, непонятно, кто это, то ли правители, то ли жрецы,
Но так или иначе она в центре, она больше всех, да, и вот эта богиня-мать. Потом на этапе построения первых государств богини уступили место богам. Как это случилось? Да очень понятным образом, да, пока люди жили более или менее таким доцивилизационным образом, у них был, ну, скажем так, они объединялись по признакам рода. А кто как бы есть центр рода? Конечно, женщины рода, да, они и есть те, кто передают и создают этот род. Но когда появляются первые территориальные государства, то есть когда появляются правители, которые начинают объединять территории и создавать структуры власти. Кто это делает? Разумеется, это делают мужчины, потому что все это делалось военной силой. Да? Кто-то на кого-то нападал, покорял его и объявлял над ними свою власть. Так появлялись первые князья, цари и прочие правители. Государства строились мужчинами. Да, если общество до этого, возможно, держались женщинами, да, то есть они были центром каким-то общественных процессов родовых, то государство все-таки, города строятся мужчинами, да, и они там создают структуру власти. Богиня создавала структуру связей, структуру жизни, да, структуру передачи каких-то родовых особенностей, каких-то родовых смыслов, да, по, вот, собственно, по роду. А мужчины создают структуру власти, закона и порядка. И поэтому, смотрите, тут даже очень интересно сравнить иконографию. Мы видим, что та же самая иконография, да, на лодке, это речная цивилизация, цивилизация Великой реки, да, в лодке, в наосе, в таком как бы святилище в виде наоса плывет божество солнечное. И тут плывет солнечное божество, но это уже мужское божество, потому что то место, которое занимали богини, они как бы его не то чтобы освободили, они немножко отступили. Где-то сильно, где-то слабо. В Египте они отступили меньше всего. В Египте самое сильное присутствие вот этих древних богинь осталось навсегда. Но так или иначе центральный образ занял Бог-творец, Бог, устанавливающий порядки и законы. И это солнечный Бог, разумеется, как вы видите, здесь солнечный Бог, это его ночная ипостась, это ночная ипостась Бога Солнца Ра. И Уфра — это тот образ, в котором он плывет в ночи в своей ладье, защищенный Наосом от ужасов ночи, там у него филиал дня. Но вы же видите, что это та же самая иконография, потому что перед этим в таком наосе плыла солнечная богиня. Да? Так происходит в истории цивилизации, когда приходят процессы государственного формирования, законы, порядки, приходят мужчины, несущие с собой оружие, и появляется вместо великой богини Бог-Отец. Бог-Отец, который тоже устанавливает, там Зевс, например, который устанавливает порядки, который дает законы, который создает иерархию власти, да, от лица которого правит правитель, сакральный монарх, божественный царь и так далее. Да. И так богини отступают где-то на второй план, где-то даже дальше, да, но вы должны понять, что они все равно продолжают просвечивать. Просвечивать в своей этой сложности. Перед вами сейчас знаменитая богиня, Великая Мать из Чатал-Хуюка, это Южная Анатолия, там, где, собственно, человеческая цивилизация вся зарождалась, где люди перешли к возделыванию пшеницы и так далее. Она сидит на троне, как вы видите, трон обрамляют животные, как бы он состоит из этих животных. А она вот такая вот великая мать, подательница жизни. Да? Понятное дело, что она просвечивает в образах практически всех богинь. От Афродиты до Богородицы, в конце концов, да? Так или иначе. Но каждый раз на пути формирования цивилизации ее образ постепенно дифференцируется, да? От нее отрезается вот эта множественность, она не может уже быть и богиней смерти, и богиней жизни, она остается только богиней плодородия, или богиней домашнего очага, или богиней любви, ну то есть чего-то одного, да, и все меньше и меньше в ее образе становится вот этой сложности, многомерности. Она становится все более и более одномерной, потому что она начинает распадаться на функции. Да? Вот от этой богини отчуждаются отдельные функции и персонифицируются в виде новых, понятных и, как сказать, допустимых персонажей.
А, Но вернемся, значит, к Морин Мёрдок. Что же она, собственно, предлагает? То, что сейчас я вам рассказала, это такое было предварительное, как бы, замечание по поводу того, что нам может вообще дать образ богинь в мифологии, археологии, понимание того, как двигалась вообще вот эта женская природа, если хотите, да, в процессе цивилизации. Она была многомерной, она была центральной, она стала подчиненной и, соответственно, одномерной, потому что то, что надо подчинить, легче починить в каком-то конкретном качестве. Да? Для этого нужно разделить тех, кто оплакивает, и тех, кто рожает, тех, кто следит за домашним очагом, и тех, кто привлекает воинов как трофей. Да? И это появляются разные богини, появляется Афродита и Гестия, условно. Да? Хотя, ну а как вы собираетесь разделить любовь и домашний очаг? Ну, вот потому что это должны быть разные, вообще женщины этим желательно должны заниматься. Иначе сложно, сложно за всем уследить, сложно порядок сохранить. Но давайте все-таки посмотрим, а что же с путем. Да? Это по поводу образа, его сложности. И, конечно же, такой сложный образ не может быть, и путь у него не может быть одномерный, и не может быть упрощенный. Да? Давайте попробуем посмотреть. Вначале посмотрим на предложение самой Мёрин Мёрдок. Как она на основании своей очень большой, очень широкой психотерапевтической практики, она работала именно с женщинами, чтобы ответить на вопрос, какой же путь женской индивидуации. Что она считает? Да? Она считает следующее. Вот, собственно, Морин Мёрдок, юнгианский психотерапевт и ученица Кэмпбелла. И ее главная идея, которую она в этой книге развивает и иллюстрирует, что путешествие героини состоит в исцелении раны женского начала. И это какой-то очень глубокий душевный процесс. В то время как, в отличие от пути героя, это путь скорее, ну вот путь женский, это скорее путь углубления в себя, а путь героя это скорее путь выхода наружу, проявления себя и такое, как сказать, попытки штурмовать вершины духа. То есть она видит мужской путь как вверх и наружу к духу, а женский путь как глубоко в душу. И она видит, что женщина в своем пути, она сталкивается с глубокой раной. Мужчина сталкивается с недостачей, которую он должен ликвидировать, как правильно написал Проб, ликвидировать на пути героя. То есть он понимает какую-то недостачу и идет ее ликвидировать. Да? А женщина сталкивается с чем-то другим, с глубокой внутренней раной, которую она должна залечить. Да? Что же это за рана? Об этом сейчас подробнее рассмотрим с точки зрения Морин Мёрдок. Да? Она видит путь героини следующим образом. Да? Мы сейчас посмотрим и сравним с кэмпбелловским путем героя. Да? Ну, во-первых, да, мы помним, что путь индивидуации, он соответствует структуре инициации. Это и есть внутренняя инициация, это и есть внутреннее описание инициации, да, которая состоит из 3 этапов. Да, отправление, надо вначале разлучиться, оторваться от чего-то, да, с чем-то разлучиться. Потом спуститься в темную пещеру, пережить сложное, да, и трансформацию, а потом вернуться, вынеся из этой пещеры великий дар эликсира, который ты там обрел, что бы это ни было. Да. Вот на самом деле это должна быть самость, вновь обретенная самость с какими-то новыми способностями, потому что самость познается потому, что получились новые способности у нее, которые до этого не были, до начала этого этапа индивидуации. Да? И вот она видит это так, что чего же женщина отрывается в начале пути? Она отрывается на самом деле от какого-то природного женского. Ее отправление, ее вот эта сепарация первичная, с чего начинается ее путь становления, происходит как разрыв или дистанция от того, что она считает женским. Почему? Потому что если женщина хочет проявить себя в этом мире, то давайте будем честны, этот мир все еще мужской.
городскую цивилизацию, которую уже 6000 лет построили мужчины. Это патриархальная цивилизация. И что бы мы ни делали, как бы мы ни боролись, мы как много прав можем отстоять юридически, но пока что структуру этой цивилизации очень сложно полностью поменять. Она меняется, конечно, но очень медленно, да? И поэтому так или иначе героиня, какая бы она ни была, она проявляет себя в мужском мире. А что это значит? Это значит, что она вынуждена играть по мужским правилам. То есть, если женщина хочет чего-то достичь в этом мире, да, Мёрдок там рассуждает о папиных дочках, что вот папа любил девочку, научил ее всему, и она вышла в мир, но она несет вот это отцовское учение. Да, ее папа как бы окрылил, сказал ей, ты сможешь все, все, что хочешь, сможешь. Хочешь, будешь директором корпорации, хочешь, будешь водителем паровоза. Вот ты все можешь, доча. И она, окрыленная этим, идет, но она сталкивается с мужским миром. И папа ее молодец, он научил ее с этим мужским миром взаимодействовать по-мужски, да. И ее первые шаги– это вот проявление себя, но не в женском, как бы, каком-то природном состоянии, потому что этот мир не предназначен для такого проявления, да, а вот именно этим мужским способом. Возможно, там даже может присутствовать обида на женское начало, как на что-то слабое, например, свою мать она может начать презирать, как ту, которая там не смогла. Если, например, мать всю жизнь сидела дома и занималась только семьей, то дочь может сказать, нет, я так не буду, я буду вот достигать, я хочу проявить себя, да. И вот она выходит в мир, и Мёрдок в этом видит какой-то разрыв с первоначальным женским, природным, еще, может быть, недоосмысленным, но природным, да. Что дальше случается? А дальше ей приходится, как я уже сказала, идентифицироваться с мужским началом. Ну, просто потому, что мир мужской, если ты хочешь в нем работать, сражаться, то ты должна это делать с мужчинами и по другим мужским правилам, да? И ей приходится идентифицировать себя с какими-то, простите, тут я недоперевела, с внешними маскулинными ценностями. То есть, ну, если ты пришла работать с мужчинами, ну, ты же перемешь их манеру работы. Это же они построили эту структуру, да? И эта стадия означает идентификацию со внешней маскулинностью и как бы вот открытие для себя структур власти. Женщина открывает, что этим миром движет иерархии и власть. Да. И она начинает жаждать этого, потому что это и есть способ успеха. Она начинает жаждать контроля над собой, да, вот в такой вполне мужской позиции, и над другими, и так далее. И достигает этого, потому что она молодец. Почему бы ей этого не достигнуть, да? А, Но, конечно же, это все происходит ну, великой дорогой испытаний, скажем так, да, то есть женщина идет тоже на битву с чудовищами, да, и внешними, и внутренними, разумеется. И в конце концов, а что ей, собственно, мешает выйти победительницей? И она чувствует трепет успеха, и ее, значит, эта уверенность подкрепляется аплодисментами окружающих, и она получает репутацию победителя, но надо помнить, что она победила в мужском мире по мужским правилам. В общем-то, ей пока что это никак не мешает наслаждаться процессом. Если она всех сделала, то она просто от этого только сильнее цветет. Да, но после этого, да, вот на этой вершине достижений, когда она смогла что-то сделать, я не знаю, защитить диссертацию, построить корпорацию, победить в армрестлинге, что-нибудь такое сделать, да, у нее случается какой-то внутренний кризис. Называется эта стадия иллюзорное благо успеха. Она начинает чувствовать, что как будто она все сделала и все достигла, всего достигла, но как будто бы она какую-то жертву принесла. Она вдруг чувствует, что что-то ценное она предала, что-то осталось незамеченным или даже попранным. Она как будто перестает чувствовать целостность в этом процессе. И вдруг она ощущает, что она какую-то великую жертву души принесла в этом пути. Что-то она важное пожертвовала. И она начинает искать, а что, собственно, ею было предано. И это вот такой внутренний кризис, когда ей приходится заново выстраивать взаимосвязь со своим внутренним миром. Потому что она чувствует какую-то подавленность, она чувствует какую-то внутреннюю недостачу, неудовлетворенность, потерю, ощущение какой-то потери, которую она так и не заметила, грубо говоря. И ей приходится, конечно же, обращаться к истокам, чтобы понять, что происходит. Да?
И вот тогда у нее наступает этот важный этап. Наконец-то, путем вот этого кризиса, который она переживает, она спускается вглубь своей души. Она перестает реагировать на внешние правила успеха и внешние критерии успеха и спрашивает себя, а что же она, почему у нее такое чувство потери, что она потеряла, что она принесла в жертву. Да? И тогда она обнаруживает, да, внутри себя, да, что вот эти черты, которые ее привели к успеху, они были мужские, а ей теперь нужно действовать чем-то другим. Другие стороны просят внимания, другие стороны в ней просят ее внимания. И тогда она встречается, спускается вглубь себя. И, извините, тут очень много ошибок, что-то я как-то... Ну, я думаю, что вы можете прочитать, что я имела в виду. И тогда она спускается вглубь себя и, наконец-то, встречается с фигурой богини. Богини, то есть она встречается со своим вот этим женским принципом. Это не то же самое, что анима, потому что анима – это у мужчин, а это на уровне Кэмпбелла соответствует встрече героя с Богом Отцом. Если вы помните, там последовательность такая, что вначале он сражается с тенью, потом он, победив тень и приборкав ее, он встречает богиню, интегрируется с ней, называется священный брак. После этого он должен оторваться от нее, чтобы сделать еще один важнейший шаг. Это встреча с Богом Отцом, встреча со своим предназначением, с принципом закона, порядка, да, и увидеть, он должен увидеть божественный закон, который он будет нести в себе, и орудием которого он будет быть вообще потом в жизни, да. Вот получается, что у героини та же самая история, да, но она немножко в другой позиции находится. Она находится действительно в позиции героя в начале, когда она бьется и сражается за свое место в мире, за то, чтобы проявить себя. Но в какой-то момент она обнаруживает, что все это было результатом ее прекрасной интеграции с анимусом, просто блестящей интеграции с анимусом, да. Но так уж получив силы анимуса своего на этапе одном из первых на самом деле, получив эти силы, она, обретя это могущество, она поняла, что этот мир хорошо прогибается под силы анимуса, под вот эти мужские позиции. И начала ими достигать всего, что она хотела. Вот чего бы она ни хотела, да? Но в какой-то момент ей приходится открыть, что она не дошла свой путь, что нужно сделать еще один большой и смелый шаг, разлучившись с анимусом, разлучившись с его властью, потому что это в каком-то смысле его такая захваченность анимусом, и открыть вот эту великую богиню в себе, встретиться с великой матерью. И она встречает эту великую богиню, которая при этом к ней поворачивается разными сторонами, потому что первое, что она должна увидеть, она же встречается с тайной женственности как таковой, да, с вот этой вот глубокой женской природой. Причем настоящей, не то, как ее понимает патриархальное общество, а вот той настоящей, глубинной. И когда она ее встречает, она встречает два лика. Вначале к ней навстречу выходит ужасная черная мать. Потому что помним, что великая богиня – это и про жизнь, и про смерть. То есть с ней выходит вот эта ужасная черная Кали, которая разрушительница на самом деле. И она должна выдержать ее взор. Просто выдержать. Это надо выдержать, потому что понять, что он так же точно, как с тенью, надо выдержать взгляд тени, чтобы понять, что это твоя часть. Вот точно так же она должна выдержать взгляд этой темной матери для того, чтобы она отступила и показалась светлая, позитивная, светлая, вот эта великая мать. Да? Но то, чтобы Кали отступила, вышла Дева Мария, грубо говоря. Но вот она должна выдержать вначале эту ужасную часть и не дрогнуть, принять ее, да, чтобы потом открыть эту великую светлую. И после этого у нее происходит интеграция. Она вот в тот момент, когда герой получает свой путь и предназначение от встречи с Богом Отцом, она получает истинную суть своей природы от встречи с богиней Матерью. Не путь и предназначение. Путь и предназначение ей приносит анимус на стадии чуть-чуть раньше. Да? Но ей этого мало, оказывается. Вот. А ей нужна вот эта интеграция, собственно, с природой. Да?
И после того, как она увидела эти два лика, и темный, и светлый, у нее возникает вот это желание восстановить связь. Ну, например, это может, как пишет Мёрдок, выглядеть как желание помириться с матерью. Да, например, она раньше ее там считала не достигшей ничего в жизни, не решившейся, а теперь у нее есть глубокое понимание, с которым она может вернуться к отношениям с матерью на другом уровне. Ну и в конце концов, самый главный смысл, что она может увидеть истинную свою природу, в которой есть как бы теперь запрос на интеграцию и мужских, и женских черт. Это не то, чтобы героиня оставила мужские черты и перешла к женским. Нет, она теперь понимает, что целостная личность должна их интегрировать. Так же, как герой должен понять, что ему надо разлучиться с анимой, чтобы встретить отца, но потом он и аниму, и Бога Отца должен как-то интегрировать. То есть здесь происходит смена видения и запрос на новую силу, которая будет силой интеграции, которая не будет только женской или мужской, которая будет силой интегрированной личности. Ну вот. И наступает седьмой этап, который называется примирение с мужским началом. То есть героиня заново интегрирует вот эти мужские качества, которые были в ней, которые были в окружающем мире. Она пересматривает свои отношения к патриархальному миру, пересматривает свои отношения с мужчинами, пересматривает свои отношения со своей мужской частью, со своим анимусом, в конце концов. И это она описывает Мёрдок как исцеление раненых аспектов мужской природы. Что вот у мужской природы тоже есть внутренние раны, да, и только женская часть может эти раны исцелить, которые наносятся миром, например, после сражений с миром, да. И тут вот происходит эта самая интеграция, когда и мужские, и женские черты наконец соединяются вместе, и это как раз позволяет ей выйти на новый уровень всего. То есть по-новому воплощать свои представления в жизнь, по-новому заявить о себе, по-новому прозвучать, и не по мужским правилам, и не по сугубо женским, а по своим собственным, да, потому что она интегрировала обе эти части вот в свою какую-то индивидуальность особенную. Называется этот этап у Мёрдок объединение. Объединение, когда героиня полностью принимает обе стороны своей подлинной природы, находит баланс, и тут рождается вот этот духовный воин, да, когда этот воин, она научилась тонкому искусству баланса и обладает терпением для медленной, глубокой интеграции женских и мужских аспектов своей натуры. И вот как бы здесь начинается у нее то, что Кэмпбелл называл свободой жить. Она теперь может быть какой угодно, куда приведет ее судьба. Да? Это начинается вот этот этап как бы ничем не сдерживаемой энергии жизненной, которая в ней рождается. Вот такая вот история у Мёрдок получается. Но мне кажется, что эту историю нужно дополнить некоторыми нюансами. Нюансами, которые мы с вами рассмотрим на примерах из мифологии. Теперь давайте вот с этой оптикой, предложенной даже двумя оптиками, сложным образом богини, которая совмещает в себе жизнь и смерть, и трансформацию, и рождение, да, и вот этим путем героини, как исцелением и встречей с женским началом, давайте попробуем посмотреть на мифологический материал, чтобы увидеть, как это все разворачивается. Я думаю, мы там увидим, ну, какие-то незамеченные тоже собой Мёрдок нюансы. Для этого мы с вами отправимся сейчас в Месопотамию. Я не знаю, какие у вас отношения с этим словом и что это для вас значит. На всякий случай вам напомню, что именно Месопотамия — это долина рек Тигра и Ефрата, так это выглядит на карте, условно, стала колыбелью городской цивилизации. Именно среди этих рек, в долине большей части реки Ефрата, появились первые города, первые городские культуры,
которые, в общем, были первыми на Земле. Первая письменность, первое государство, параллельно с Египтом, чуть-чуть раньше, судя по последним данным археологии, но это, может быть, будет еще пересмотрено. Но примерно параллельно с Египтом возникают две такие речные великие цивилизации, которые придумывают свою письменность, свое государственное устройство. Вот Месопотамия первая среди этих двух. И мы отправимся туда, чтобы увидеть, по сути, самые первые записанные мифы на Земле. Древнее мифов у нас нет. У нас есть более древние мифы, которые просто дожили до эпохи своей письменной фиксации или передавались в устной традиции. Но в плане записанных мифов ничего древнее, чем египетские и месопотамские, на планете нет. Потому что это были первые цивилизации, которые вообще изобрели письменность и зафиксировали свои мифологические истории сами. Да? И, к счастью, большое количество текста, очень большой объем дошел до нас, и мы можем даже в нюансах рассматривать эти образы, эти истории. И там получается, что содержится вот такой же самый архаический из возможных материалов, который указывает на какие-то самые первые глубинные образы богинь, в том числе, которые нам уже, как вы понимаете, интересны. Вот эти, чем исходнее, тем лучше. Да? Так вот, отправимся в Месопотамию, да, я напомню вам, каких-то картинок накидаю, да, что цивилизацию эту начали шумеры, загадочный очень народ, пришедший неизвестно откуда, и создавший первую письменность, первое государство. Вот этот замечательный артефакт из Британского музея, который называется «Штандарт Ура», где изображена их жизнь, их царь, и его придворные, и другие слои общества, более низкие, которые под ним там расположены, которые построили великие города с ступенчатыми башнями, зиккуратами. Сейчас вы видите знаменитую Вавилонскую башню, воспетую в Библии, вернее, проклятую в Библии, да, это на самом деле великий зиккурат Атаминанки, вавилонский зиккурат, который был действительно потрясающим, 90 метров высотой, огромная глиняная гора, сделанная из глины, обложенная глиняным кирпичом, в ней нет, это не здание, в нем нет помещений, по нему ходят по лестницам и пандусам, и наверху храм великого бога, главного бога города. Это так называемые искусственные горы, которые они строили своим богам, потому что в их представлениях равнинных жителей боги должны жить обязательно на горах. Поэтому своему главному богу города они строят зиккурат, великую такую башню ступенчатую, чтобы храм этого бога стоял на вершине горы, чтобы к Богу подниматься на эту вершину. Такая у них архетипическая как бы конструкция изначальная, которую шумеры принесли на эту землю, что боги живут в горах, а они живут на равнинах. Пришлось горы построить. Вот, это я вам напоминаю, что вы там должны помнить про эту цивилизацию, школьные программы или не школьные программы. Это, собственно, знаменитые ворота Иштар, великой богини, посвященные, которые сейчас находятся в музее Пергамон в Берлине, которые были главными ритуальными воротами в город Вавилон, и к ним вела великая церемониальная дорога, дорога Мардука, на которой не просто люди там заезжали в город, тут происходили храмовые процессии, великие храмовые праздники, то есть это такая священная дорога, по сути. Ну, вот эти замечательные ворота, выложенные голубым, синим, изразцовым кирпичом, они, конечно, фантастичны, они производят какое-то неизгладимое впечатление, даже если вы к ним готовы и видели их 1000 фотографий, они все равно произведут на вас какое-то абсолютно неизгладимое впечатление. И я была уже так готова, но оказалась абсолютно не готова к впечатлению. Так что, если у вас есть возможность их увидеть, их надо увидеть. Ну, вот так они выглядят в музее, но поверьте, никакие фотографии ничего не передают. Вот когда перед ними окажетесь, вы это прям четко поймете. Вот, да. Ну и знаменитый их миф, который посвящен как раз богине, которому посвящены эти ворота, нисхождение Инанны в Нижний мир. У них есть такая великая богиня, которую зовут по-шумерски Инанна, по-аккадски, потому что это двуязычная цивилизация. Вначале там были шумеры, потом пришли аккадцы, которые семиты, поэтому два языка. И очень часто два имени у бога. Да? У шумеров ее звали Инанна, у аккадцев ее звали Иштар. И под таким именем Иштар, скорее всего, знаете ее вы, слышали, по крайней мере, о ней что-то. Да? Так вот, эта Инанна Иштар, это прежде всего, ну, если по-гречески отвечать на вопрос, богиня чего она? Ну, пожалуй, она богиня жизненной силы, то есть она сама жизненная сила. Ну, потому что древние богини не богини чего-то, они это и есть. В прямом смысле. Она не богиня любви, она и есть любовь. Она не богиня смерти, она и есть смерть. То есть она вот
буквально это, да. И Нана, она буквально жизненная сила. Вот боги дают с небес на землю, посылают жизненную силу, чтобы росла трава, рождались овцы, рождались люди, все жило, да. Это и есть она. И вот эта ее знаменитая статуя из Мари, храмовая статуя, видите, она держит в руках горшок, и у нее в спине есть отверстие, куда она подключалась к источнику воды, и у нее из горшка это била вода. Это была такая священная вода жизни, люди приходили в храм и из рук богини получали воду жизни, очень сильный символ. Вот кто она такая, да? Она есть подательница жизни, великая богиня. Конечно, там в Википедии написана ерунда, типа богиня любви и войны. Но не то, чтобы она богиня войны, просто она богиня бурная. Жизнь– это бурная сила. Либидо– это страшная сила, она сносит города, понимаете? Что когда, ну, чтобы вы мне не... Про современную войну я даже не хочу рассуждать. Но древняя война– это, конечно, либидозное проявление, это никакое не мордь. Это когда, там, не знаю, Агамемнон выезжает на своей колеснице бороться с врагом, это чистая либидо, тут ничего нет, кроме него, да? Поэтому, в этом смысле она богиня войны. Ну, в том смысле, что жизнь, она никакая не богиня войны, конечно. Просто жизнь, она вот так выглядит, дико иногда, сильно. Либидо, понимаете, она, вот что она такое, да. Ну, она нигде не заведует войной, она просто очень вздорная дама, вот и все. Ну, в гимнах они пишут, что моя госпожа, сияющее серебро, идет по горам, как гроза. Видели когда-нибудь грозу в горах? Это неизгладимое впечатление оставляет. Вот она такая, как гроза в горах, понимаете? Светлое дева, сияющее серебро, которое идет по горам, как гроза в горах. Вот так, идет по горам, как гроза. Это конкретный авторский текст великой жрицы Инхедуаны, где она свою госпожу Иштар описывает в таких сильнейших, я скажу, метафорах. Да? Ну вот она такая, да? И вот это, значит, наша Инанна. У нее есть супруг. Она все как положено, да. Она есть сила жизни, да, а он есть бог полей и как бы сельского хозяйства и скотоводчества. То есть он бог-пастух и бог-покровитель полей и вообще всего сельского хозяйства. То есть, ну, это же идеальная пара, да, он есть бог вот этой витальных проявлений природы, а она сама витальное проявление природы. Ну, красота, да, идеальная. И причем очень красивая история их любви, что он ее увидел, полюбил, и за ее руку соревновался, принес, значит, ей дары, она выбрала его. И, значит, там все у них как бы по любви. И все у них как бы хорошо. Его зовут Думузи по-шумерски, Тамуз по-аккадски. И так можете встретить, да? И они вообще как бы описываются как идеальная на самом деле пара. Вся любовная лирика, которая есть от шумеров, это лирика, которая описывает влюбленных, как Инанну и Думузи. Они вот встречаются, как эти пары великих богов, да, как сама энергия жизни и витальное проявление этой энергии жизни. Вот, но Инанна дама такая сложная, у нее сложный характер, несмотря на то, что общество шумеров и аккадцев невероятно патриархальное, но их богини сохранили вот этот архаический аспект. Как обычно бывает в мифах, да, там сохраняются более архаические аспекты, чем в социальной практике или в каких-нибудь законах проговоренных, да. Поэтому она такая женщина-скандал, мягко говоря, в общем, со стервозным характером, да, и вот есть такой прекрасный текст, невероятный, конечно же, просто, который называется «Нисхождение Инанны в Нижний мир». На уровне таком простом, если хотите его символику, Инанна– это Венера, она звезда утреннего, она утренняя и вечерняя звезда. Как вам известно, Венера появляется либо утром перед восходом, либо сразу после заката. Да? Она есть эта звезда, Венера, поэтому она владычица небес, поэтому она владычица земли, она правит в городе Уруки, это ее город главный, которым ей поклоняются. Но да, да, на уровне банальном самом этот эпос описывает феномен неподнимания Венеры над горизонтом. На 3 дня в процессе астрономических перемещений Венера исчезает, заходит за горизонт, и 3 дня ее на небосклоне не видно, а потом она снова восходит. И, ну, понятное дело, что поскольку эта цивилизация много и сильно наблюдала за небесными светилами, разумеется, они
дали мифологическое объяснение всем важнейшим мифологическим вот этим процессам, которые происходят со светилами, которые, ну, собственно, они наблюдали своими глазами, да. Если хотите, то как бы смысл этой поэмы астрономический такой. Надо объяснить, где Венера 3 дня исчезает, почему она на 3 дня в год исчезает, да. Потому что у всех мифов есть какое-то объяснение, астрономическое или сельскохозяйственный цикл, что-нибудь такое. Но нам интереснее глубже посмотреть. Так вот, эта замечательная дама Инанна Иштар, ей мало быть владычицей земной и мало быть владычицей небесной, и она зачем-то спускается в Нижний мир. Причем из текста мы понимаем, что идет она туда полна гнева, и идет она туда как будто бы, чтобы завоевать его. Давайте прочитаем, как там написано. Да, это вот, чтобы вы видели, как ее изображает эта цивилизация. Да, вот она в центре божественного скопления с крылами и лучами могущества, которые от нее исходят. Да. Мне очень нравится вот это. Это оттиски цилиндрических печатей, такие откатные печати, которыми они ставили свои подписи. Вельможные особы имели такие печати, иногда очень тонкой работы. Вот посмотрите, какая замечательная дама, как она ногой уперлась во льва, да? Из нее торчат лучи могущества, у нее на голове рогатая тиара. Как бы тут ее характер сильно проявлен, тут, по-моему, ничего не надо добавлять. Вот если бы вы увидели бы такую фотографию дамы, вы бы много о ней могли сказать, да, уже, о ее характере. И вот, значит, нисхождение Инанны в Нижний мир. Замечательный совершенно текст, о чем он, да? Начинается очень красиво, что с великих небес к великим недрам помыслы обратила. Богиня с великих небес к великим недрам помыслы обратила. Инанна с великих небес к великим недрам помыслы обратила. Моя госпожа покинула небо, покинула землю, внутро земное она уходит. Да? Спрашивается, зачем? Да? Ну, она одевается как на бой. Она надевает на себя все свои тайные силы. Свои тайные силы их 7 собрала. Собрала силы, в руке зажала. Свои тайные силы у ног сложила. И там описываются ее тайные силы, они все в каких-то конкретных амулетах. Там венец, налобанная лента. Это все какие-то символы ее сил. Да? И мы же понимаем, что если кто-то идет в Нижний мир, это, конечно же, первый этап индивидуации, да, спуск в свое бессознательное, знакомство со своим бессознательным. Темная пещера называет это, этот момент Кэмпбелл, да. И вот Инанна вынуждена будет в этом пути потерять все свои силы. Это тоже признак индивидуации, когда человеку кажется, что у него все хорошо, и он вообще много умеет. Он умеет вот это, вот это, вот это и вот это. И вдруг все это начинает рассыпаться при встрече с темнотой вот этого хаоса внутреннего, с кризисом каким-то внутренним, да, с тем, что человеку ничего теперь не ясно. И силы оказываются недейственны. Они вот никуда не стреляют, это ружье, которое он с собой тащит зачем-то, да, оно не помогает ему ничем. Вдруг оказывается, что надо заново находить какие-то новые силы. И поэтому происходит так, да, что же в Нижнем мире? В Нижнем мире, как нормальных у всех людей, находится мир мертвых. Там находится огромная подземная пещера, которая называется Иркалла или Кур, в которой живет сестра-близнец. Это совсем красиво. Сестра-близнец Инанны. Зовут ее Эрешкигаль. Она туда в начале мира, когда мир только распределялся богами, была отдана без возможности выхода, потому что Нижний мир мертвых называется страна без возврата. Кто туда вошел, выйти оттуда больше не может. И вот Эрешкигаль туда отдана по договору, и она правит там, восседая в этом Нижнем мире мертвых на троне из костей. Туда ведут 7 врат, лазуритовых врат. И вот Эрешкигаль, понимая, зачем идет идет сестричка завоевывать Нижний мир, она лишает ее этих внутренних всех сил, которые она с собой взяла. Да? На каждой из врат у нее забирают по одному за проход среди врат и через врата, у нее забирают вот эти ее 7 тайных сил. На каждых вратах одни какие-то тайные силы. Причем она даже не понимает, что происходит. Она говорит, что это, что происходит. И ей говорят, молчи, это ритуал. Во время ритуала молчи. Заставляют ее молчать и забирают у нее постепенно все вот эти силы. Да? И когда она проходит все 7 врат иного мира, она предстает уже обнаженная, лишенная сил перед глазами чего?
перед глазами своего двойника, темного двойника по имени Эрешкигаль. Это ее сестра-близнец, которую зовут Эрешкигаль, которая сидит на троне из костей. И это, конечно же, образ и темной этой матери, и тени, и чего хотите темного и скрытого, да? Что делает Эрешкигаль, увидев свою сестричку? Бросается к ней со словами «сестра, сестра»? Нет, она смотрит на нее смертельным взором и кричит убийственным криком. После чего, да, после чего эта, значит, дама мгновенно умирает. То есть Эрешкигаль только взглянула на Иштар и закричала на нее громко. И Иштар мгновенно погибла, потому что больше никаких сил защитных на ней нет. После чего Эрешкигаль ее тело повесила на крюк и, в общем-то, чувствовала, что она справилась с задачей. Всех приходящих сюда без зова и приглашения вешать на крюк. Это же так правильно, да? Сейчас я вам показываю очень интересный артефакт. Он хранится в Британском музее. Это знаменитый такой барельеф, который называется «Царица ночи». Так его назвали в Британском музее, потому что неизвестно, кто на ней изображен. С одной стороны, вот эта вся иконография, это типичная Иштар. Обнаженная женщина с крыльями, с кольцами божественной власти в руках, в рогатой тиаре, стоящая на львах. Это прям вот ее иконографически точный образ. Но тут есть какие-то жуткие ноги птичьи, и есть какие-то совершенно жуткие совы. И важно, что этот рельеф когда-то был раскрашен. Это он сейчас потерял свой пигмент, но в трещинках пигмент остался, и мы можем восстановить его прежний вид. Да? И его прежний вид был вот такой. Что такое? То есть она была вся красная, а фон был черный. Да? Это точно не иконография Иштар, потому что она описывается как сияющее серебро. Ее цвет какой-то сияющий, серебряный, возможно, даже золотой, но никак не черный. Да? И тогда вопрос, может быть, это Эришкигаль? Но поскольку ученые не пришли к выводу, назвали этот барельеф «Царица ночи», и это одна из жемчужин Британского музея в Лондоне. Но я считаю, я абсолютно убеждена, что это и Иштар, и Эрешкигаль. Это просто через дефис Иштар и Эрешкигаль, потому что это вот и светлый, и теневой аспект. Это та самая любимая Эрихом Нойманом Великая Мать во всех ее проявлениях. И как сияющая сила жизни, и как дарящая, спасающая, и как убивающая, поглощающая, уничтожающая в одном и том же лице. Одновременно. То есть это не или-или, а и, это все сразу. Да? Это вот та самая сложная богиня, которая и смерть, и жизнь, и мать мира, и мать сыра земля, и мать могила, все сразу, да? Как бы и жизнь, и смерть. Об этом, кстати, очень правильно пишет Кэмпбелл. То есть он это тоже и в «Пути героя», и вот в этих богинях, это книги о богинях, он это все тоже очень, очень глубоко видит. Что это греки разложили богинь на функции, потому что им страшно было держать это существо в ее сложности. Им надо было разделить, чтобы чувствовать, что у них все под контролем. Смерть отдельно, жизнь отдельно, молодость отдельно, зрелость отдельно. Поэтому есть богини, которые хранят очаг, и есть богини, которые привлекают мужчин. Это разные богини. Та богиня, которая хранит очаг, уже никого не привлекает. А та, которая привлекает, никаких очагов не имеет. Что тоже очень важно. Афродита, она вообще какие очаги? О чем вы, да? А Гестия, она вообще к этому очагу не может от него отойти, она и есть очаг, потому что... А тут все как бы сложно, да? Но так или иначе, перед нами история про про победу тени. Про то, что тень оказалась настолько мощной, что просто одного взгляда хватило, чтобы быть ею поверженной. И вот Иштар висит на крюке, 3 дня ее тело висит на крюке, но когда она уходила, она своему советнику Нин-Шубуру дала задание, что если через 3 дня я не вернусь, иди к великим богам и проси их о помощи. И вот 3 дня прошло, она не вернулась, ее советник бежит к великим богам, и все великие боги один за другим отказывают в помощи, говоря, что я ничего не могу сделать, я туда ее не посылал, это божественный закон, она нарушила этот божественный закон, да? Вот, кстати, вот эпизод, где и она вошла и, склонясь, приблизилась, а сестра ее вскочила с трона, это восстание тени. Затем снова на трон уселась, то есть волнуется сестра тоже, да?
7 судей Анунаков перед нею суд вершат. На Инану взглянула, взгляд ее смерть. Слова изрекла, в словах ее гнев. Крик издала, проклятие крик. Ту, что вошла, обратила в труп. Труп повесила на крюк, присвоила, да, себе. Вот тут висит то, что я убила, да. Вот, поэтому так, да, но боги отказываются помочь, потому что она нарушила закон, она пошла в страну без возврата, туда не ходят вообще никто и ни зачем. Более того, никто не может достать ее обратно, потому что, ну, таков закон, это страна без возврата, оттуда не возвращаются, да. И только это все боги воспроизводят, и только бог великий Энки, да, вот они говорят, что там отец Нинлиль говорит, что она пожелала, зачем она этого возжелала, подземного мира всесильно законы, вековечно ему приношение. Кто же здесь о ней скажет за нее, замолвит слово? То есть то, что принесено туда навсегда остается там. Но, да, но бог Энки, мудрый бог, знает, что пока Инанна там, жизнь на земле остановлена. И потому что она энергия жизни. Если ее не достать, то жизнь прервется. И он понимает, что хотя все правы, она действительно нарушила закон, и она спустилась туда сама, но ее доставать надо. Но вот проблема, что да, кого туда послать? Тот, кто туда пойдет, тот не сможет выйти. И тогда он понимает, что правильно, чтобы пройти через смерть без урона может только то, что не рождалось, что не живет, тому и не умирать. Поэтому он создает двух магических существ, Кургару и Галатуру, которые никогда не рождались, они магически созданы из глины, оживлены, им вручена вода жизни и трава жизни, инструкции, и они отправлены в этот мир. И поэтому они проходят 7 врат, их даже не замечает стража, судя по всему, потому что, ну, как бы, они не пахнут живым духом, потому что они не живые, да. И вот они проходят и видят Эрышкигаль, которая мучается в родах и начинают ей сочувствовать. И она в порыве благодарности говорит, что за помощь вам, что хотите отдам. Да? И когда они ее потом просят, ты же обещала, что хочешь отдать за помощь, они говорят, что отдай нам вот то тело на крюке. На что она отказать тоже не может, тело отдает. Они оживляют тело водой жизни и травой жизни. И Нана такая довольная, хочет выйти, да, но выйти она не может, потому что все боги судеб ей преграждают путь, говоря, что ты не можешь нарушить закон, который мы установили, что сюда зашло, выйти отсюда не может. Оно должно остаться здесь. И тут как бы вот противоречие, что она-то должна выйти. И тогда находится лазейка, что, но если ты отдашь кого-то за свою душу, ну, то есть они такие были, видимо, очень, как это, бюрократы, что сколько по ведомости вошло, столько по ведомости должно остаться. Вот. Главное заменить, да. И тогда ей позволяют выйти, окруженной демонами Галлу, страшными демонами преисподней, только с целью того, что она укажет на того, кто пойдет вместо нее. Да? И есть версия, что она не может указать на великих богов, потому что они все сохраняют по ней траур. И тут как бы великая правда, потому что траур там мы храним, чтобы на нас мертвецы не обиделись. И весь внешний траур это как раз такой апотропей от восстания мертвых, от их гнева на нас. И вот она не может указать ни на кого из богов, кто принял ее смерть и хранит по ней траур. Но когда она с этими демонами приближается к дому своего супруга Думузи, он, видимо, не в трауре ее встречает. Он, наоборот, наряжается и садится на трон, потому что идет к нему его великая жена прекрасная. Да? И тогда она может обратиться к нему с приказанием пойти вместо себя. Она указывает на него и говорит, пойди вместо меня, наденете оковы вместо меня. И он не может отказаться. Ну, то есть он пытается убежать, ему боги даже помогают, и пытаются его защитить, превращая его в разных существ, но он не может убежать, потому что постоянно эти демоны его догоняют. Да?
Да, и в конце концов он убегает от демонов, пытается, забегая в дом своей сестры. У него есть сестра, богиня виноградной лозы и виноделия Гештинана. И он забегает в дом сестры, и сестра так расчувствовалась, что она предлагает себя вместо него. И тогда собирается совет богов, которым председательствует, собственно, Иштар, и выносит решение, что как же мы разрешим эту сложную ситуацию. И приходит такое решение, что половину года под землей будет находиться Думузи, а потом его будет заменять его сестра Гештинана. И в этом есть, конечно, глубокая сельскохозяйственная мудрость, потому что Думузи – это ячмень. И когда собирают урожай ячменя, вот ровно после сбора урожая, достают из погреба вино, которое туда отнесли, чтобы оно там бродило. И наоборот, когда ячмень сеят, вино заливают в мехи и относят в погреб, чтобы оно там бродило. То есть, а поскольку она вино, а он ячмень, то они вот так вот меняются местами. То есть, как обычно, у мифа есть какой-то вполне понятный логический смысл. Да? Но нам-то тут интересно вот что, да, что перед нами такая потрясающая, да, потрясающая история, да, а, что мы видим? Мы видим богиню, которая владеет верхним и средним миром. Ну, это, конечно, указание на сверх-я и сознание эго, да. Вот это она понимает, да, и тут у нее случается какой-то путь открытия своего бессознательного. Она уверена в своих силах, она набирается всех сил, она понимает, что будет сложный путь, собирает все свои силы, но они оказываются все как бы этим миром отвергнуты, разбиты. То есть они там не действуют. Ни одна из ее великих этих сил семи ей там ничем не помогла. Хотя тут, в верхнем мире, это действительно великие силы. Но там, когда она спустилась навстречу к своей тени, оказалось, что ничего не работает. Да? И тень ее мощная оказалась такая, что первым своим взором на тень, да, а тень посмотрела на нее, и Нана посмотрела на тень, тень посмотрела на нее, тень ее уничтожила мгновенно. Да? Но в тот момент, когда она висит, вот это тело на крюке, вы видите, что оно висит, но происходят процессы ею инициированные. Это значит, она не мертва. Если в эти все 3 дня происходят процессы ею инициированные, а именно бежит куда-то ее советник, он бежит к великим богам, проводит с ними дискуссии, да? Потом создаются эти кургару и галатуру из Бокенки выковырял грязь из-под ногтей, он лепил из глины что-то, выковырял из-под ногтей грязь, и из этих катышков создал 2 этих существ. Они как бы отходы производства его магического, потому что он бог-творец, да, вот, создал. То есть создаются какие-то процессы постоянно, да, вот тело висит, да, человек лежит в глубокой коме, но у него идет это вот чистый женский путь, как ее описывает Мёрдок, что когда женщина проходит самую сильную трансформацию, это не выглядит внешне как сражение, это мужчина может в этот момент сражаться. А женщина в этот момент уходит в себя, она туда капсулируется глубоко внутрь. Кажется, что это мертвое тело 3 дня, значит, лежит. А на самом деле там глубокий какой-то процесс, там что-то бежит куда-то, несется, что-то происходит, но мы как бы в этом мифе это всегда остается немножко тайным, что на самом деле происходит с Инаной, пока ее тело висит 3 дня на крюке. Очень важно посмотреть феноменологически, что, какие проявления, чем заканчивается висение на крюке, да? И что происходит после того. А после того у нее появляется удивительная сила. Она начинает повелевать мужчинами-богами. Вот что у нее добавляется. Вдруг она выходит, и она решает, кто из мужчин-богов пойдет вместо нее. И она указывает на своего супруга Думузи. А потом она же решает, что полгода будет Думузи, а полгода будет Гештинана вместо него. То есть у нее явно произошла эта внутренняя победа над тенью. Мы просто не увидели, как это происходит в мифе. Но по результатам, которые мы видим, тоже в мифе, очевидно, что она прошла этот путь и вышла как бы тем, кто может указывать мужчинам, мужским божествам, да? Ну вот тут очень, очень интересное такое изображение.
Это царь, хетский царь, который стоит перед богиней Инаной. Богиня Инана, видите, стоит на поверженном воине, и она приводит к нему, то есть она ему дарует победу в войне, да, и она приводит к нему пленников. Ну, вот такой я выбрала прорисовку такого рельефа, чтобы проиллюстрировать этот тезис, что она теперь повелевает мужчинами, то есть она повелевает всем миром, и женским, и мужским. Да? Вот этот миф я хотела с вами разобрать и показать, что вот эта трансформация женская, она действительно не выглядит как путь героя, потому что она таинственна. И если герой очевидно сражается с драконом, вот просто мы представляем героя как того, кто сражается с драконом, это абсолютно справедливо, это архетипический образ, то женщина это как то, что висит на крюке, и кажется, что ничего уже и не будет. А потом оттуда поднимается существо, которое может указать на любого и вообще диктовать свою волю теперь. Да? То есть это какие-то таинственные процессы. Но, к сожалению, у нас закончилось время. Я не знаю, может быть, мы немножко продлим время, потому что я заготовила еще один миф, очень красивый и гораздо более Э, светлый. Я предлагаю сделать перерыв тогда, если вот минут 15. А сколько тебе, Дарья, нужно примерно Да. времени? Ну, я думаю, что вот минут 15 мне на этот миф и нужно. Может, завершим тогда уже, а потом сделаем перерыв? Я тоже думаю, что давайте завершим, если можно так. Если А можно. А потом люди, сделаем перерыв. Хорошо? люди, кто Да. против того, чтобы сейчас продолжить и завершить лекционную часть? Есть кто-то, кто против? Так, ну, никто не пытается кричать, руки поднимать, поэтому продолжаем. Да, Давайте потому что мы Вот. могли не сумеем видеть. было Да, целостно у нас. Хорошо, хорошо. тогда давайте так. Перерывчик, сейчас маленькая вставка. Ну, заканчиваем, потом перерывчик, а потом минут 25 на вопросы выделим. Вот что важно мне Хорошо. разобрать. Хорошо. Сейчас заканчиваем, потом перерыв. Да. Подождите, мы сейчас вначале еще пройдем минут 15. Заканчиваем. Да. Светлый миф. Минут, ты Мгм. говоришь, 15, потом 15 минут перерыв, а потом вопросы. Да, Вопросы, да, хорошо. не разобрать. Ага. Да, все, Хорошо. Тот миф, который я еще вам приготовила, это миф уже из другой традиции совсем, из традиции Древней Греции. И вот я долго к нему подходила, но теперь поняла, что это он, конечно, идеальный. Ну, потому что много источников есть, да, в отличие от нисхождения Инанны, где ровно один текст, и чего нет в этом тексте, того как бы нет. Да, ну, вот как бы. А тут несколько источников, которые можно, накладывая друг на друга, собрать очень много красивых подробностей. Вот вначале пусть для вас потанцует Инанна Эрешки Галь, мне очень нравится эта анимация. Это она в конце проделанной работы, довольная результатом. Вот, да, это если вы ее знаете под другими, может быть, именами, потому что ее образ сильно вышел за пределы этой цивилизации, мы ее знаем под именем Астарта, Ашерах, Ашерат, Аштарет, Атаргатис. В разных странах Древнего Востока ее по-разному немножко называли, но это она, это одна и та же дама, которая просто разошлась по разным культурам и стала почитаемой даже в Древнем Египте. Вот, пожалуйста, Рамзес II, богиня Ашторет, как богиня иноземных земель, приносит приношения в центре. Вы видите прорисовку рельефа. Но хотела я с вами поговорить о другом мифе, который мне кажется вообще очень интересным. Это миф об Амуре и Психее. Это, возможно, если сравнивать, один из лучших в истории человечества мифов о женской инициации, которая содержит те же самые эпизоды, те же самые этапы, и спуск в Нижний мир, и парализация, паралич смерти, что интересно, да? Ну, конечно, как обычно, нюансы тут совсем другие, и атмосфера другая, да? Есть даже книга Эриха Ноймана, где он разбирает этот миф. И, конечно же, это символический рассказ о индивидуации женщины от некой бессознательной зависимости и слитности через инициации к целостности, где любовь и сознание как бы разделяются, выделяются, но потом соединяются в новом таком качестве женской самости. Очень красиво получается в результате. Ну, начнем, да, что это за миф? Да, это миф, как и многие сказки о женщинах, начинается с того, что жили-были три сестры. И вот две нормальные, а одна сверхнормальная, да. Младшая сестра была так прекрасна, я тут иллюстрирую картинами прерафаэлитов. Мои обожаемые прерафаэлиты очень любили этот миф и очень часто его
изображали. Есть, конечно, очень много греческих изображений там и римских, но мне очень прерафаэлиты нравятся. Значит, младшая сестра по имени Психея была так прекрасна, что люди видели в ней порождение Афродиты. Они вначале думали, что она дочь Афродиты, а потом стали поклоняться ей как богине Афродите. За что богиня на нее разозлилась, разумеется, гневные очень богини, особенно древнегреческие, злятся они по-страшному. И, значит, стали сыпаться разные беды. Они пошли к пророку, чтобы им пророк объяснил, что происходит. И пророк сказал, что Афродита в гневе. И это, конечно же, что такое? Это гнев матери, которая не желает сепарации дочери. Да? Она не желает, чтобы дочь своей жизнью какой-то жила и своим путем шла. И что надо, значит, принести в жертву теперь эту девушку. Ее надо, у нее, значит, пророк увидел, что ее судьба теперь такая, что она будет принесена в жертву, станет женой какого-то страшного существа, похожего на змея или дракона. Для этого ее надо отвести на гору и там приковать к скале, а вот змей за ней прилетит, ее заберет, и все снова станет хорошо. Да? И тут наступает вот этот этап, который называется брак со змеем, да, то есть ее начинают готовить к этой жертве, что она должна быть принесена в жертву дракону или змею, и она принимает эту судьбу. Принимает эту судьбу, ее отводят на гору и там приковывают в качестве жертвы. Интересно, что это, конечно же, такой важный этап, но это этап символической смерти. То есть индивидуация начинается с того, что человек разлучается какими-то своими детскими инфантильными представлениями о мире и себе, да, и тут очень важно, что она проявляет важное качество, которое дает ей возможность пройти дальше, да, она проявляет готовность умереть. То есть, чтобы родилась новая тварь, должна умереть старая тварь. Да? Она принимает готовность умереть, она принимает свою судьбу. Но когда ее приковывают к скале, чтобы ее забрал и, наверное же, растерзал этот дракон, прилетает к ней прекрасный бог Амур, сраженный ее красотой. Да? И в нее влюбляется и забирает ее тайно, похищает ее тайно, забирают в свой замок. Но у него какое-то очень странное такое поведение, то есть она его не видит, он забирает ее тайно в темноте, она его не видит, и он приходит к ней только по ночам и просит на него никогда не смотреть. И у них начинается прекрасная любовь. Она живет в прекрасном замке, ночью ее посещает возлюбленный, и все вообще-то хорошо, но единственное, что она его не видит. И это этап такого интуитивного, определенного какого-то определенной интуитивной связи с анимусом, которая неосознанна, но которая природным образом происходит. И, в общем-то, так могло продолжаться долго, потому что она, в общем-то, счастлива и чувствует себя любимой, но у нее есть сестры, которые начинают, она же с ними видеться днем, и они начинают ей рассказывать о том, что это нехорошо. Это же, наверное, змеи есть. Ты же помнишь, что тебе предрекли выйти замуж за страшного змея. Это, наверное, он и есть. Почему он не дает тебе смотреть на себя? Почему он не разрешает включать свет, когда он приходит, зажигать свет, да? Наверное, он ужасен. Это и есть змей, которого тебе предрекли. Ты только думаешь, что он прекрасен. На самом деле он ужасен. Поэтому ты должна выяснить этот вопрос, да? И это тоже, это, знаете, есть это еще сказка, она очень во всех культурах есть. В славянских культурах это про финиста ясного сокола, который приходит через окошко горницы, прилетает к девице. А сестры ее тоже соблазняют тем, что ты ж посмотри, кто прилетает. А как посмотреть, если он мгновенно прилетает и мгновенно улетает, превращается в сокола и улетает? Как его остановить, как на него посмотреть, да? И тогда они истыкивают, они говорят, а ты истыкай окно, он же залетает в окно, он не видит, куда он летит, да? Ты натыкай в окно ножей, и посмотрим, что будет, да. Ну вот она натыкала в окно ножей, да, он залетел, поранился и сказал, я теперь ищи меня за 3-9 земель. И она надевает железные чугунные сапоги, ей сказали, пока не сносишь чугунные сапоги, меня не найдешь. И идет его искать. Это же на самом деле миф об Амуре и Психее, просто преображенный в виде такой сказки.
А с ней происходит то же самое, но немножко не так. Она, значит, подстрекаемая этими сестрами, которые, конечно же, символизируют, но некий голос сверх-я. Ну, то есть так нельзя, жить интуитивной природой нельзя. Надо пролить свет сознания, надо разобраться, надо, чтобы было правильно в социальном смысле, да, надо соответствовать каким-то социальным нормам. Они ее подстрекают, и она ночью, когда он спит, она зажигает масляную лампу и наклоняется над ним, чтобы посмотреть, каков он. Да, и видит, конечно, она прекрасного юношу, невероятной красоты. Совсем, конечно, не змея, как она боялась. Это тоже, это вот это вот, как бы страхи по поводу мужского начала и истинное, как мужское начало, которое ей открывается. Да? Она боится, что мужское начало это как змей, который ее пожрет. А оказывается, это прекрасный Амур, который дарит ей свою любовь. Но в этот момент, когда она видит его красоту, ее рука дрожит, масло из лампы капает на него, и он, обожженный, просыпается и улетает. Улетает со словами, что теперь ты меня не увидишь никогда. Да? Ну, так же, как в сказке про финиста Ясного Сокола. А она не может уже теперь жить без него, и она, конечно же, идет его искать. Она идет вот на этот путь героини, потому что она понимает, что какая-то изначальная интуитивная целостность утрачена, и теперь ее надо заработать. Теперь ее придется заработать путем тяжелым. Это вот как бы некое такое, как сказать, изначальное, может быть, какое-то интуитивная какая-то связь была, но ее разрушили социальные стереотипы, на поводу которых она пошла, и теперь эту связь придется выстраивать. И она идет и встречается с Афродитой, которая, собственно, зачинщица всех ее бед. Да? Она встречается с Афродитой, вот, собственно, прерафаэлитская прекрасная Афродита, которая говорит, что если ты хочешь снова увидеть, получить мое прощение и увидеть снова Амура, то ты должна пройти путь тяжелых испытаний. И она дает ей 4 испытания. Все очень символичные. Первое испытание – это сортировка зерен. Она дает ей огромную гору разных зерен, смешанных, и ей надо их перебрать. Да? Ну, в результате этой истории ей помогают муравьи. Муравьи берутся и растаскивают эти зерна по разным кучкам, все по разным сортам. Но о чем это состязание? Что такое сортировка? Но если ей нужно снова встретиться с собственным анимусом, которым она разорвала почему-то отношения, да, то теперь ей нужно вот эти все мужские качества и качество отношений с мужчинами восстановить. Да? И сортировка зерен – это определенные указания на логику и аналитику. То есть она должна теперь научиться логически, аналитически разделять, дифференцировать, выстраивать, да? Выстраивать различия. Да? Сортировка – это же про различия. Различия – это про принципы. Принципы – это про логику. Про логику различий и дифференцирования. Она это испытание блестяще проходит благодаря помощи маленьких муравьев. Да? Второе задание – надо собрать шерсть золотого руна. Есть бараны золоторунные, но они бешеные, к сожалению, которые живут на поле определенном. И вот она говорит, теперь принеси мне шерсть этих баранов. Но бараны неуправляемые, они совершенно дикие. И решение оказывается в том, чтобы не приручать этих баранов, они неприручимы, а чтобы подождать, пока они будут днем носиться по полю, и их шерсть будет цепляться за разные колючки. А ночью, когда бараны заснут, прийти и собрать с колючек эту шерсть. И таким образом она учится терпению, что в взаимоотношениях с мужской бешеной природой не надо становиться у нее на пути, не надо ее останавливать, не надо ее приручать. Надо иметь достаточно терпения, потому что в конце концов любой бешеный баран ляжет спать. И вот в этот-то момент и стоит собирать с него золотую шерсть, да, когда его бешеная энергия будет потрачена сама собой, да, потому что она не может длиться вечно. Так она учится терпению, да, выжидать, терпеть, не лезть на рожон, не лезть на рожон. Собирает золотую шерсть. Третья задача, ей нужно достать воду из ледяной реки смерти Стикса. И когда она видит эту ледяную реку, она понимает, а там огромная такая, как сказать, это огромная круча, такая огромная пропасть, в которую она должна спуститься, стены обледеневшие. То есть она видит, что это невозможно. Она тут же, значит, падает духом,
но появляется орел Зевса, и высший принцип, тут она открывает связь с высшими принципами. А сам отец богов, значит, Зевс, посылает ей орла, который берет хрустальный сосуд, который дала Афродита. Орел спускается к Стиксу, зачерпывает воду, приносит, значит, Психее и говорит ей: не плачь. Вот, разберемся как-нибудь. То есть здесь она открывает, что не все в ее силах, есть еще высшие принципы, которым стоит доверять, которых, как бы, позиции которых стоит придерживаться, или это про связь с духом, когда она открывает связь с духом, потому что орел, то, что спускается сверху вниз, это всегда что-то, такой образ духа, духовных каких-то принципов. И, наконец, четвертое, самое сложное испытание, она должна спуститься в Нижний мир, в мир мертвых, встретиться там с Персифоной, она справа, да, и вот тут вы видите, что это почти же как Иштар и Эрешкигаль, потому что Персифона – это возлюбленная Аида, прекрасная, которая спустилась в Нижний мир, проглотила там зернышко граната, там ничего нельзя есть в Нижнем мире, и пришлось ей там полгода теперь проводить тоже, как Думузе. То есть она стала возлюбленной Аида, Персифона. И это же вот у нас два принципа, которые мы видели, да, принцип светлой женственности и принцип темной женственности. То есть и Афродита, и Персифона – это же как Иштар и Эрешкигаль, да, как жизнь и смерть, как любовь и смерть, как мир верхний сияющих звезд и мир преисподней. И вот она, это самое сложное испытание, она даже хочет покончить с собой, броситься с башни, но башня обращается к ней и говорит, что не бойся, ты, главное, соблюди несколько принципов. Первый принцип – возьми 2 хлеба, 2 пирога, вот возьми. И еще очень важный принцип – это возьми 2 монеты, да, там Харон, который перевести должен туда, потом обратно, 2 монеты для Харона, 2 пирога для Цербера, чтобы его задобрить, и никому не помогай. Там к тебе будут обращаться мертвые, все будут цепляться за тебя и говорить тебе, что им надо помочь. Ты, главное, никому не отвечай, потому что если ты кому-то ответишь, ты из этого мира больше не вернешься. То есть это какой-то вот такой удивительный образ, да, что она приготовляется к спуску в Нижний мир, но ей почему-то нужно оставить излишнюю эмпатию, то есть никого не спасать. Из Нижнего мира никого не спасай, ни с кем не говори, да. И она спускается в Нижний мир, взяв 2 монетки, 2 пирога, и там начинают за нее цепляться вот такие очень красивые картинки, за нее начинают обращаться к ней мертвые, выныривающие из вод подземной реки, просят ей все о помощи, но она никому не отвечает, и таким образом никто не может ею завладеть. Что важно не отвечать, важно идти вперед. И идет она туда, потому что ей Афродита приказала принести шкатулку, в которой скрывается тайна красоты. И вот она приходит к Персифоне, Персифона предлагает ей есть ничего нельзя, она не берет прекрасную еду, которую перед ней ставят. То есть она проходит испытание тем, что она не притрагивается к тому, что ей не должно делать, то есть она вот сдерживает себя, и в конце концов Персифона все-таки дарит ей эту шкатулку, она ей рассказывает свою историю, и Персифона дарит ей шкатулку, в которой спрятана великая красота, тайна красоты. Вот, но теперь эту шкатулку она должна принести Афродите, это будет последнее испытание, после чего Афродита ей укажет путь к Амуру. Но она не выдерживает и открывает эту шкатулку. Она хочет открыть тайну красоты. И тут как раз перед нами разворачивается трагедия эго. Да, она прекрасная девушка, она, собственно, вся ее история начинается с того, что она слишком прекрасна. Но она перед встречей с Амуром хочет как бы убедиться в собственной красоте, да? Хочет еще больше красоты. Если там тайна красоты, почему бы не взять себе еще от этой тайны? Но, к сожалению, там не тайна красоты, там смертный сон, что бы это ни значило. И как только она открывает шкатулку, чтобы одним глазком, да, на нее нападает смертный сон. Она как будто бы умирает, как и Нана на крюке. Просто нападает, и она лежит как труп, да? Таким образом, как будто, не пройдя испытания, как будто ее эго ее остановило, да, вот это желание присвоить себе еще больше красоты, как оружие некоторого, да, ее как будто бы сражает. Она лежит в смертном сне, но тут наступает очередь Амура, потому что весь этот промежуток времени
он не присутствовал в этой истории, потому что он лечил рану. Вот эта рана, нанесенная ею от горячего масла, которое пролилось из лампы на него, он, значит, залечивал свою рану. Наконец-то его рана вылечена, то есть принцип любви, наконец, исцелен, и он сам идет ее искать. И вот эта знаменитая сцена, которую очень любили прорафиолиты, Амур находит спящую смертным сном Психею, и он ее, конечно же, спасает, пробуждает. Что она в этот момент проходит? Она, конечно, проходит смерть и перерождение. И потому что этот смертный сон, она не просто вздремнула, она реально умерла и возродилась. Очень интересно, что он ее пробуждает не поцелуем, как мы бы могли себе предположить, да, а уколом стрелы Амура. Он ее легонечко колет стрелой Амура, то есть к ней приходит настоящая любовь, да, уже исцеленная, завоеванная, выношенная, да, колет ее стрелой Амура, она просыпается, да, и тут происходит как бы апофеоз, потому что Амур, исцеленный Амур, забирает ее с собой на небеса и выпрашивает у богов для нее бессмертие. И она становится бессмертной богиней. И вот это как бы апофеоз, потому что самость – это что-то бессмертное. Это вот обретение своей бессмертной, прекрасной, сияющей души и есть. Очень интересно, что они же родили дочь. Она родила ему дочь, которую зовут Валюпта, что означает наслаждение. Ну что это такое? Это не просто телесное наслаждение, потому что все телесные стадии она прошла очень давно уже, да? Это вот какой-то такой радость жизни. Теперь, когда женское, мужское в ней пришло в гармоничное сочетание, не интуитивную связь, а обдуманную, выношенную, да, появляется вот то самое наслаждение собой, жизнью, чистый поток жизни, который течет и через нее, и вот эта радость жизни, вот это и есть то самое наслаждение, которое они вдвоем, как соединенная как бы душа со своим анимусом, и, как вы видите, победившая тени, интегрировавшая светлую и темную мать, как бы она всех их прошла, да, она прошла их всех и интегрировала в себе, поэтому ее наслаждение это и есть, вот, собственно, наслаждение самостью и своей собственной бьющей через край энергии жизни. Вот такой красивый миф. Но согласитесь, что структура та же самая, что у Инанны и Рашкигаль. Только подробностей больше, благодаря тому, что этот миф сохранился во многих вариантах, в отличие от нисхождения Инанны, которая в одном только. Друзья, вот тут уже мы остановимся. Предлагаю сделать перерыв и после этого встретиться, задать вопросы, обсудить. Образ Персефоны вначале как коры, как такой дневной, жизненный, и ее трансформацию в Персефону, в теневой, а Диметра как источник жизни начинает горевать, и тогда высшие силы хотят вернуть Персефону, но она уже изменилась, и она не может пребывать только в дневном мире. Она цикла пребывает на поверхности в подземном мире, но это и как вот это немножко отображает аспект цикличности, он повторяется. И он выглядит по-другому, он разделен на несколько женских образов, но в принципе даже про то, что вы говорите про греческую культуру, которая натаскала с других культур, оно тогда понятно почему. Что невозможно было ему держать это в одной женщине, тогда появилась и Диметра, и Кора, и Персефона. Да, и тут, наверное, нужно сказать, что этот миф можно, конечно, рассматривать как рассказ об одной персоналии, да, что Иштар – это, например, состояние вот этой женщины до инициации, до индивидуации, да, а вот Гештинана, которая может входить и выходить из этого мира, вот это третий персонаж, который появляется в мифе, да, есть Иштар, есть Ирышкигаль, то есть эго и тень, а в конце концов появляется Гештинана, который входит в этот мир на полгода и выходит из него, то есть вот этот совершает этот циклический путь, это и есть самость, которая интегрировала в себе и теневое, и светлое, и темное, и сознательное, и бессознательное, поэтому она стала как бы путником между мирами, потому что он как бы правильно описывает Кэмпбелл, что самость – это властелин двух миров, она может и туда смотреть.
И можно так этот миф рассмотреть. И миф о Диметре, он как раз ложится вот в эту логику. Да, что у нас есть сознание Кора, есть бессознательное Персифона, то есть светлое, проявленное – это всегда про сознание, темное – это бессознательное. И есть Диметра, которая начинает это, ну, как бы, это все прошивать, делать интегрированным, да, которая заставляет Персифону выйти, в конце концов, оттуда, да, не остаться только в тени, поэтому Персифона возвращается в состояние Коры, потом снова в состояние Персифона. Можно так рассматривать, это правда. Я просто не хотела загромождать еще дополнительными версиями. Мне показалось, что идеальный матч будет вот и Нана, и Рашкигаль, и Психея, и Амур, потому что там есть очень интересные зеркальные эпизоды, которые совершенно по-разному в разных аспектах разворачиваются. Вот. Ну вот я подняла руку и не Мгм. вижу других рук. Просто так невольно хочется еще положить, скажем, эту цикличность, эту трансформацию, помимо вообще, так сказать, инициации женской и ее пути в целом, на некую цикличность и двойственность женского бытия, учитывая месячные, да, циклы. И то, что эта богиня была, вот это последнее изображение окрашено в красный цвет, Мгм, мгм. это кровь напрашивается, да, и что в самом женском теле существует некая тайна, которая каждый раз, так как жизнь зарождается и потом вытекает кровью, умирая в яйцеклетке. Ну, то есть, не знаю, мне напрашиваются еще и такие образы. Конечно, это туда тоже все ложится. Мгм. Ну, и женщина сама И, преобразуется в и течение мне одного месячного цикла. Мгм. Ну да, да, и вся жизнь вообще выглядит как цикл в результате. Поэтому именно из-за этого. Мгм. Ну, у меня еще был заготовлен третий миф на самом деле. Тут должна была быть триада, но вы видите, что я еле в два успела. У меня еще был третий миф. Там как раз про три состояния. Состояние светлое, состояние убивающее и их медиацию. Про Хатхор, Сехмет и Бастет я хотела вам рассказать. Но Мгм. видите, слишком много. Я уже поняла, что не следует умножать сущности сверх необходимости. Потом сложнее переварить и теряется какая-то стройность высказывания. Хотя тут можно было бы дальше уйти в ту сторону, вот, которую вы сказали, посмотреть еще про Персефону миф отдельно и в другие интерпретации этих всех процессов. Да, конечно, можно. Мгм. Да, Марина. Марина. Большое спасибо, Даша, за невероятно интересную тему, лекцию и вопросы, которые рождаются. Я понимаю, что они могут ее только расширять. Да, время у нас лекции закончилось, но тем не менее хотелось бы попробовать, может быть, получится какая-то короткая ремарка по поводу того, как вот современная женщина проходит свой путь героини и ну, бросается в глаза как минимум один такой момент, да, там по-разному живут женщины в разных религиозных культурах, да, и, может быть, что-нибудь на эту тему. Хотя, Ну, наверное, это очень широко, конечно, да, спрашивать. конечно, очень разные религиозные культуры, боюсь, я не могу объять, да. Но действительно, мне кажется, что Мёрдок что-то важное уловила, хотя она писала как бы достаточно давно, уже немножко ситуация поменялась, но то, что женщина, которая хочет проявить себя в этом мире, должна играть по правилам мужчин, и тогда это означает для нее ситуацию захваченности анимусом, то есть она может это сделать, только успешно интегрировав анимус, и она это прекрасно типа делает, но проблема в том, что она оказывается в его власти, потому что она не может потом как бы, она должна сделать следующий шаг, а этот следующий шаг ей не дает сделать мир. Правила патриархального общества и те установки успеха, какие бы они ни были, женский успех, как красавицы и там жены олигарха, это тоже по правилам мужского мира. Его можно достичь только, да? Он тоже тот же самый патриархальный успех, но только чуть-чуть в профиль, да?
И действительно, мне кажется, она очень правильно подметила, как психотерапевт, что проблема, главная проблема современных женщин, это то, что они прекрасно интегрируются со своим анимусом. Их вообще этому не надо учить. В отличие от того, что мужчин надо и учить интегрироваться с анимой, это проблема для них. А женщина это не проблема, потому что ее весь мир к этому подталкивает. Ее весь мир подталкивает приобрести мужские стороны. Она их по-настоящему может достать только из себя, и ей приходится открыть своего анимуса, и как бы мир ей помогает. А дальше наступает захваченность анимусом, когда она не может пробиться к этой великой матери, потому что она думает, что она уже все сделала. Она уже молодец, ей мир рукоплещет, она стала SEO, там, открыла свой большой супербизнес. Что же еще может быть? Умница, красавица, мать 3 детей и SEO великой корпорации. А тут она ощущает этот кризис, что она чего-то в себе не доработала. И вот тогда наступает у нее эта встреча с женским началом. И оно оказывается не патриархально женским, совсем другим, но ей вот это предстоит. Мне кажется, что она правильно подметила, что проблема современных женщин вот в этом. Что они прекрасно открывают путь к анимусу, проламывают его просто ногой. И им для этого даже не нужен психотерапевт, который их научит, их и жизнь учит. А вот дальше, что делать после этого, как с ним разлепиться потом, как с ним не ассоциироваться полностью, вот эта задача посложнее. Да? Но у мужчин задача получается, что сама в этой аниме, потому что они не пускают себя к аниме. Это тоже патриархальный мир их научил быть настоящими мужиками, не ассоциироваться с женским. А у них такая задача. То есть противоположные задачи. Мир женщине очень помогает дойти до анимуса, а дальше ей придется там застрять, если она будет жить дальше и слушаться мира. Вот. Михаил. Спасибо. Я хотел даже спросить про ту, вот эта фаза висения на крюке, умирания, засыпания и так далее. Вот как ты ее видишь в современном мире, реализуемой? В чем она может реализовываться в современном мире? В мире вообще. Мне кажется, она реализуется в крушении уверенности и знания о себе. Когда человек очень, ну, как бы, чего-то достиг, что-то умеет, и потом, спустившись в бессознательное, возможно, кстати, тут можно видеть не только сраженность тенью, тут можно увидеть сраженность вот этой темной матерью, когда она добралась таки до внутренней женщины, но не выдержала взора темной этой матери. То есть вначале ей кажется, что она уже все знает о жизни, потому что она многое умеет, но все ее силы осыпаются. Это крушение всех амбиций эго перед встречей со своим бессознательным и перед сложностью своих бессознательных процессов и вызовов. Вот мне кажется, вот так. И она тогда висит, потому что она как бы вот все силы потеряла. Какая-то Она думала, что депрессия. Я вот просто какую-то может депрессию быть потом депрессия, но вы видите, улавливаю. что она вот интересно заканчивается. Она заканчивается какой-то глубокой внутренней работой. То есть, оказывается, она там вися выработала того, кто может указывать богам, что им делать, и руководить их судом. Вот. Это какая-то вот магия этого весения. Ну, это же тоже Христос, вот тоже, он его положили в пещеру, а он через воскрес. И мы не знаем, что там происходило. Это тайна висения на крюке практически, да. Вот. Но вышел он воскресшим. Вот как-то так. Это вообще очень интересный этот образ этого пассивности и воскресающего существа. Это великая тайна. Потому что они все пассивны, Осирис тоже лежит, а над ним все пляшут, в прямом смысле слова. Воскрешают его и Сида, Нефтида, и Хор, и тот, и все пляшут, и Анубис, и никак не могут как бы его воскресить. А в конце концов он воскресает царем. Тут очень важно, царем иного мира, да. То есть, соответственно, то, что мы принимали за мертвое пассивное тело, на самом деле там внутри шла какая-то глубокая работа. Это вот тоже символы такой какой-то глубокой работы, которую мир не видит, но она идет. И она вообще, она таинственна в каком-то смысле. Может, это депрессия, ну, мне, наверное, не хватает как это, клинического опыта, чтобы сделать заключение. Я хотела бы Алена, добавить, слушайте, сори, что я без поднятой руки, Оля, вспоминаю твою лекцию, на которой я не была, про ресурсы отчаяния. Я бы сказала, что это мне туда больше метит, может быть. Ну да. Алена, пожалуйста. Алена. Сори. У меня не столько вопрос, сколько какая-то такая вот благодарность за наслаждение
за то, что вот как-то вы подчеркнули в конце лекции, что когда у Амура и у забыла у этой Стихии. да, Психеи. да, у Психеи у них родилась дочь, и это про наслаждение, про такой собирательный образ, когда большая работа проделана, это работа души, внутреннего какого-то такого состояния, процесса, осознавания, такой зрелого отношения уже к миру, к себе и понимания, что ли, любви. И вот за наслаждение кажется, что, ну, наслаждаться это же так очень просто, это такой вкусный и классный процесс. Но замечать и присваивать, ну, это на самом деле очень такая глубоко. И я вот как-то благодаря этой истории мне как-то очень откликнулась. Поэтому я с благодарностью за наслаждение. Спасибо, спасибо. Софія, Добрий день, дякую добрий день. за таку цікаву, дуже нову для мене інформацію. Важко вона мені давалась, але цікавість перемагала, того я слухала з трудом. І возникло в мене так скритно звучить якраз про той самий внутрішній час, переродження і все, що там відбувається. Мене це зацікавило дуже. Мгм. Дякую, Софія. Так, так, Міша. да, я послушал и понял, что я кое-чего не понимаю, поэтому спрошу вот именно с открытыми глазами, что называется. Вот если мы говорим о пути героя, мне, похоже, как мужчине легче это понять и принять. Я понимаю, как будто некую цель обретения такого ну, становясь таким взрослой личностью, пройдя свою инициацию, да, то в мужском мире я становлюсь способным идти против течения, формировать структуру, какую-то регуляцию, там, брать на себя ответственность и в какой-то смысле долг. Вот я сейчас послушал, но я не рассматривал или редко рассматривал вот этот, правда, женский путь с точки зрения какого-то личного философского вызова для женщин. И вот это, я думаю, что является испытанием, вот если говорить по каким-то более простым языком, мне вот прямо от женщины, может, хочется услышать, что я действительно слышу как будто бы встречу со смертью каким-то определенным образом. Но вот понять это мне как будто бы не хватает, ну, слов. И вот, может быть, если мой вопрос понятен, конечно, может быть, что это? Или Мне какое это кажется, что я отражение находится? поняла, да. Да, но какое отражение это находит в бытии вообще, может быть, во взрослом, ну, в современном мире? Или вот, да, Смотрите, что это за просто штука это, такая? я думаю, что, возможно, это для вас так прозвучало, но в «Пути героя» тоже очень много символики смерти. Это, по сути, тоже встреча со смертью. И там вот это абсолютная универсалия. Она не является женской или мужской. Может быть, тут просто благодаря вот этим мифам о Персефоне и Рашкигаль явились эти образы смерти. Ну, так получилось, что в лекции по Кэмпбеллу я, может быть, так на это не поставила акцент. Но на самом деле, если вы посмотрите у Кэмпбелла, у него очень много вот этих вот образов смерти, когда герой встречается с смертью, умирает смертью. У него очень много тоже этих образов. То есть это как раз не является исключительно женским или мужским. Может быть, какие-то образы, облики, что-то там можно найти специфическое. А на уровне вот чисто житейско-бытейском, как же выглядит потом для женщины этот путь, да точно так же, как для мужчины. Это действительно психическая взрослость. Я бы даже сказала, использовала слово не взрослость, а зрелость. Это когда вот созрело все. Когда и мужские, и женские черты пришли в какую-то гармонию правильную, и оно просто работает. И там тоже есть понимание своего предназначения, потому что это же дает ей анимус, да, пути, предназначения, долга. Но есть и понимание чего-то более сложного, вот этой природы женской, которая действительно, поскольку она иррациональна, она не поддается четкому высказыванию. Да, но она тоже может действовать в мире, она тоже же властелин двух миров. То есть она может быть, как вот пишет Кэмпбелл, что как мясником, шутом или царем. Она тоже открывает течение судьбы и понимает, что ты можешь развернуться вообще в любой форме. Можно быть и мясником, и царицей. И, в общем, и то можно прекрасно делать. И пирожки можно жарить замечательно, и править людьми. Там тоже появляется эта свобода быть.
Она не обязательно вдруг должна приобрести какую-то одну форму. Она в одной форме была, именно пока она не инициировалась, не открыла свою полноту. Вот это все одна формальность, будь хорошей девочкой или будь победительницей стервой, это все признаки как раз вот этой незрелости. Потому что не хорошая девочка и не плохая девочка, не Инанна и не Решкигаль. Я – это я. Вот. И то, и все обо мне есть, но ничего не есть я. То есть сумма моих частей не есть я. Вы не можете объяснить меня сумма моих частей. Это все равно, как сказать, что человек – это 2 руки, 2 ноги, 2 глаза, 1 голова. Это значит не сказать ничего о нем, согласитесь. Вот. Вот примерно так же. То есть я думаю, что вот это как раз и то в пути героя, и пути героини одно и то же. Они получают свободу быть. Но им для этого надо интегрировать вот эти стороны. Вот они интегрируются по-разному. Вот испытания очень разные, что И вот мне кажется. испытания Да. разные, и интеграция со сторон происходит. Там конфликты в разных местах расположены, да, скажем так. Для мужчины главная задача – это анима, да, а для женщины главная задача – это тоже женская часть, которую она просто проскакивает из-за залипания в анимусе. Вот. Спасибо. Я как раз просто думал про природу анимуса через как раз испытания. То есть, почему они разные, но в чем смысл вот этой разности. Я Вы еще про это. знаете, я даже хотела сказать, у меня есть такая интуиция, но я же как бы не психолог, я не могу это проверить на случаях из практики. Но это есть такое предположение, что хотя выглядит так, вот по Кэмпбеллу, да, что вначале битва с тенью, а потом интеграция с анимой, и значит у женщины должно быть так же. Она должна вначале победить свою тень, чтобы получить доступ к анимусу. Но у меня есть интуиция на основе там, самоанализа и прочего, что вначале анимус, а потом битва с тенью. Что женщина может биться со своей тенью, с этим драконом, только после интеграции с анимусом. То есть у нее это поменено местами. И тогда анимус не выглядит как приз. Потому что анима для мужчины выглядит как приз. Я победил тень, и на меня хлынула эта благодать. Да? Почему невеста в башне после дракона? Потому что вначале надо тени бить. У меня есть ощущение, о котором Мёрдок не пишет, но это моя интуиция, что вначале она интегрирует анимус, это ее первый жест в бессознательном, а потом она берет его меч, потому что он же рыцарь, да, и она берет его меч и сражается с тенью. И так хорошо это делает, если у нее получается, что ей кажется, что все, она как бы уже закончила путь. А там еще один шаг, который вот, собственно, и Это про очень интересное приматичность. место про награду. Я думаю, его сейчас, да. У меня есть ощущение, что анимус женский ей открывается не как награда, а как условие битвы. То есть она не может биться с тенью, пока она не откроет своего. Кто ж бьется-то? Но не она ж бьется. Бьется же ее анимус как раз и бьется, если кто там бьется. Я Ну вот хотел как бы так. заметить, что Есть такая интуиция, я не настаиваю на ней. Это пока интуиция. Я пока думаю Да. еще. я Давайте хотел по про время порядку. заметить, что у нас истекло время на вопросы. Да. То есть мы, может быть, Давай один два. последний. София и Оля, Да. коротко, и потом по группам. Но нам нужно, да, время на группу. Софія. Софія. Да, добре. Я так розпереживалась, коли зразу на Мішу переключились. Не знаю, чи ви поняли, що я задала своє питання. Дар'я, скажіть, будь ласка. Я, мабуть, не зрозуміла, тому що дуже погано було чутно. Ага. Пробачте, і повторіть, будь ласка, ще питання. Да, без проблем. Мгм. Мені стало дуже цікаво, з вашої розповіді я почула, що якраз про цю частину переродження дуже мало інформації. Принаймні менше, ніж про інші частини. Чого так? Тому Мені що це стало таємничий цікаво. процес. Якось так вийшло, що у жіноче це переродження таємничий процес. Та я вам скажу, що і чоловічий. Коли ми бачимо міфи про переродження, про відродження після смерті, оцей процес відродження, він таємничий. Тобто ми не розуміємо, як відбувся. Ми бачимо зовнішні процеси, хто що зробив для того, щоб Осіріс відродився. Ми знаємо, але як Осіріс відродився, ми не знаємо. Оце такі таємничі речі якісь. Тобто я думаю, що в всіх міфах підкреслено те, що ми до кінця не розуміємо, як це відбувається. Якась таємниця, вона якась, знаєте, не коли кількість в якість переходить, і ми можемо це побачити, а там щось, якийсь скачкоподібний процес, сутність якого виглядає як таємниця. Так. Так, може, хочеться скласти такий висновок, начебто ці всі історії говорять про те, що
це відбувається, але в кожного по-своєму, начебто. Кожному якось так. по-своєму, і ми можемо докласти всіх зовнішніх зусиль і не розуміти, як воно все одно відбудеться. От скажімо так. Ось так, так. Дякую. Да, Оля. гарно.